Стоит просто на подставочном профиле. Устройство теплого правильного монтажного шва. Но влага, которая может образоваться во шве, она должна уходить наружу. Будет тебе подоконник, будет. Ой. Какие-то еще. В общем, нет проблемы, понимаете? Это аналог. Если вы делаете так. Не, псул сюда не надо. Не резину. Критикуйте. И не важно, что вы 20 лет ставите окна, сочувствую вашим заказчикам. И может ли он служить подставочным? Что значит подставочным? Ну, на него, чтобы окно стояло. То есть оставить его здесь. В общем, что-то, нечто вот такое вот. И смотрите, мы ставим подкладки под углами. И вот смотрите, изнутри я вам покажу опорные подкладки. Чем мне не понравилась установка на анкерную пластину. Закладывать с герметиком таким образом. А вот это место я утепляю таким вот образом. Дуеметр. Это одобрение? Или что? Или это замеры? Все, что имеет консистенцию вот такой жижи, я как-то вообще не воспринимаю как что-то, что приносит положительный результат обычно. И затем, смотрите, две сосисочки, значит, 7 и 8. Ну, я бы не сказал, что это сосисочки, это сарделины. Ну, с этими сарделечками, конечно, посложнее, с толстыми идет. Но, знаете, есть один метод, который... И поменьше слушайте понтующегося лысого дядьку, особенно его старые видосы. С каждым разом лучше, но все равно... Немножко по-другому, то есть не на всю длину. Там в щели я сперва нанес пену. И побрызгаем, чтобы быстрее полимеризовалось. Шов 2 сантиметра оптимальный. Ну, к примеру, в углах не очень удобно оперировать ножом. А здесь, мне кажется, получилось вообще замечательно. Сам себя не похвалишь, стоишь как оплеванный. Кулибиных много, которые могут сказать там: да, намазать там тем-то, сем-то, липнет, я пробовал. Вот смотрите, один из вариантов прокола по длине пленки. Ну, то есть вот в моем случае происходит некая такая ее утрамбовка, да, на пену. И вот убираем этот клейкий слой, и он нам очень хорошо поддержит наш полиэтилен. Делаю последнее окно и последние заметки. Хочу отметить, что эта штука не очень-то держится. Вот пока готовил нашу нескончаемую пену, смотрите, видите, уже это. Или это такое, скорее, фисташковое мороженое с кремом. Красота. Вот только троллить не пытайтесь, это у вас вообще не выйдет лучше, чем у меня. Осталось загерметизировать эти некрасивые технологические отверстия. Вообще я добрый, если не нарваться. Вот эти швы мы тоже Вот не надо произносить этого слова, просиликоним. Дождались? Наверное, после политики и религии только тема окон по холивару может переплюнуть все остальное, по крайней мере в русскоязычной части Ютуба. Так вот, я за вас пересмотрел миллион видосов, перечитал миллиард комментов, это все были гиперболы, исследовал стандарты немецкие, финские, и решил сделать для вас пособие по замене окон в каркасном доме на металлопластиковые. Пособие от А до Я, которое призвано стать единственным полным на Ютубе. Серьезные замашки? Ну, в реале в некоторых случаях я буду спрашивать советы аудитории. Материал я в первую очередь хотел записать для себя как некий лог, если надо будет что-то кому-то доказывать, например, страховой компании. Но так как у меня есть канал, то решил поделиться информацией с вами, особенно после того, как я пересмотрел эту кучу видосов и ужаснулся, откуда только у людей руки растут. Ну а комментаторы — это вообще отдельная песня. Поэтому оценивайте адекватно. Избыток информации — это не вода. Много говорить — это потому что не ТикТок. И люди с мозгом могут проследить некую логику и сделать полезные для себя выводы. Критикуйте! Это любимое слово многих диванных комментаторов. Вот только троллить не пытайтесь. Это у вас вообще не выйдет лучше, чем у меня. И не бойтесь делать самостоятельно. Почему самостоятельно? Давайте сперва немного покажу, что мы сделаем, а потом отвечу на этот вопрос. Мы сделаем из вот такого. Ну или вот такого, что то же самое. Или вот такого. Ну или вот такого.
Мы сделаем вот такое. И такое. Что то же самое. И вот такое. Ну или вот такое. Что то же самое. А где предыдущий подоконник? А новый будет? Если вам интересно, как устроен вот такой вот полувековой каркасный дом и вот эти вот старые окна, то посмотрите, у меня есть об этом видос, ссылка будет в описании. Почему сам? Да просто потому, что в Финляндии вообще даже окна такие никто не производит. Не говоря уже о наличии установщиков. Здесь любят эти дурацкие тени толкай. Кстати, в комментах попробуйте угадать, что я имею в виду. И дерево тут дефолт. Но есть еще более важная причина. С окнами я работал лет 20 назад в бригаде, но все это было давно и неправда, так что сейчас я пересмотрел миллион видосов, как я уже сказал, прочитал стандарты, приложил у Мишка, он вроде у меня есть, а не только у Мишки, и сделал так, как мне бы все равно никто не сделал. Смотря видосы, я что только не увидел, откуда только у людей руки не растут, и хочешь сделать хорошо, сделай сам, принцип работает на ура, главное включать мозг. Так что не бойтесь, если он у вас есть, у вас тоже получится. Если вы будете смотреть внимательно, вы увидите много нюансов. Я вам покажу ошибки и что я сделал бы по-другому. И вот за показ ошибок особенно оцените ценность этого материала. Что-то масло масляное. Когда какая-то информация неважная, ее можно пропустить, и я скажу об этом. Я начну с главы про поставку и про сами окна. Вот это вот стенд от них, забитый всяким хламом. Эта глава, возможно, большинству не интересна, поэтому вы можете скипануть ее на следующий тайм-код, но, тем не менее, для полноты картины, возможно, вы захотите посмотреть. И здесь у меня как раз будут вопросы к тем, кто вот смотрит, зачем-то при этом все знает. Вопросы про фурнитуру, например, моих окон, потому что я не очень разбираюсь, хорошая она или нет. В общем, если для полноты картины хотите посмотреть, смотрите, будет разная нарезочка. Если вы пришли непосредственно смотреть про установку и у вас окна уже есть, то можете скипать на следующий тайм-код, там начнется самое важное, замеры, и дальше пойдет все самое важное. Вот так вот запаковано приехало. Здесь есть ощущение, что прямо в профиль закрепили, засверлили. Ну, выглядит все здоровым. Палета, интересно, нестандартного размера. Я так полагаю, это производитель как раз стекла для производителя окон. Аж 32 кило. Вот такое, в принципе, небольшое стеклышко весит. И 12-27 вот такое маленькое. А плюс еще рама. По поводу того, как снять створку, вы, наверное, знаете, да? Ну, выбивается вот этот сверху. Ну, я использую, например, вот такой вот инструмент. Потом поворачиваете ручку и просто вытаскиваете, потому что оно вот на этом штырьке сидит свободно. Вот я тут одну туда поставил. Сейчас это сделаю со второй. Ну, не буду я это снимать, просто объяснил. Здесь все просто. Оптимальный вариант — это снять створки и унести раму куда-нибудь, где попрохладней. Вообще оцените фурнитуру, потому что в этом, я знаю, смотрят все равно вот люди, которые ставят окна по 20 лет, несмотря на то, что я на некоторых из них наезжаю. Оцените фурнитуру, потому что я в этом... опыта в этом нет у меня. По поводу фурнитуры, вот я вам все показываю. Кто знает, скажите, это good или это не good. Лысый дядька-то вряд ли придет, конечно, комментировать. Он-то там вообще по фурнитуре. Такая фурнитура! Нет, его, конечно, не спародируешь. Вот тут еще какая-то пипочка. В общем, как? Вот я вам все показал. Как это норм фурнитура? Все тут, что надо, есть? Или это не норм? Ну, скажем так, меня устраивает. Звучит, как будто есть какие-то косяки. Я думаю, нет. Вот так, смотрите, она открывается. Это как будто бы, значит, у нас есть завал. Потом здесь, смотрите, она как бы задевает, заходит. Но в реальности это геометрия окна запрещенная.
Но я согласился на то, чтобы здесь было так. Потому что здесь я не хотел никакой перемычки. Хотел просто это окно, оно практически всегда закрыто. И только если необходимо форточку. Микропроветривание для меня это впервые фича. И я не знаю, насколько правильно она работает. Кажется, что слишком много открывает. Слишком много. И кроме того, мне кажется, что там что-то хлюпает и поймать момент сложно. Вот, например, если вот здесь, вот, то это уже практически форточка. А я так смотрел у других шпицов, хорошая фурнитура не должна разрешать открыть. Это у лысого дядьки, по-моему, который там понтово так рассказывает. Такой весь на пальцах, братан из 90-х. Что типа при хорошей фурнитуре не должно открываться, если она не в полностью правильном положении. Насчет фурнитуры, какая здесь у меня, я вообще представления не имею. Профиль-то я заказал, чтобы сделали самый, один из самых крутых Джалан, да, 9000, что-то там вроде 20. А фурнитура я не знаю, относится к этим немцам или нет. Это может тут уже, вот я показываю, и знающие лысые дядьки, может быть, что-нибудь прокомментируют. Вот так вот. В общем, по поставке им большой плюс. Они молодцы, сделали этот стенд, который выжил моря, леса и океаны. В реальности только Финский залив был, но зато несколько перезагрузка. Это, по-моему, про матрицу. Лоадинг, анлоадинг из одной машины в другую, контейнер, не контейнер, доехала. Все без проблем, то есть здесь стояли окна, и отливы были закреплены. Кстати, да, где-то была прямо такая дощечечка. Во, смотрите, под отливы такая дощечечка, там про них прорезь сделана. Москитки здесь, все было закреплено, отлично, пережила, окей, доехала долгую дорогу, просто 5 им. Молодцы, здесь все отлично, давайте, идем на замеры. А вот с комплектацией жалюзей и москиток они напортачили, и уже 3-й месяц от них не добиться ничего. Здесь полный минус. Бу! Размеры, замеры. Вам каждый раз говорят, насколько важно, насколько лучше это, если компания, которая будет ставить окна, сделает их. Это действительно так, но в моем случае, так как они вообще из другой страны привозятся, этого было невозможно. И к тому моменту я немножко не соображал или немножко по поводу правильных монтажных швов, их толщины. Сейчас я вам об этом скажу. Мне просто сказали уменьшить на минимум 1, лучше на 2 сантиметра от проема, и вот это будут размеры. И вот здесь ключевой вопрос от проема. Видите, я поставлю, кстати, ссылку на то, где мы разбираем окна и смотрим каркас этого дома. Там больше информации будет о том, как я прогадал и почему. Но суть в том, что я коротко давайте тогда объясню. Я не мог вытащить старые окна из дома, в котором живу. Соответственно, я ориентировался на что? Я ориентировался на внутреннюю отделку, не на наружную, потому что я не хотел ломать вот это, и я не знал, куда вот эта планка дальше ведет. Там об этом будет подробнее показано. Я, соответственно, сделал отступ от этого, то ли 1, то ли 2, уже не помню, и дал им эти размеры. Это оказалось не оптимально, это не epic fail, но, тем не менее, это epic fail в плане отделки. Просто жесть, как тяжело будет здесь делать отделку. В главе по отделке пойдет информация, почему тяжело и так далее. И в то же время, да, я получил там больше швы в итоге. Это будет дальше, наверное, там в дальнейших главах, не точно, не наверное, а точно будет разбираться. Там будет показано, как я в итоге их уменьшил. Вот, поэтому очень важно, если самостоятельно снимаете размеры, правильно узнать, определить, какой ваш проем по размеру, и подумать об окончательной отделке. И вот самое главное, какой должен быть монтажный шов. Есть стандарты, по всем стандартам там немецким, финским и не знаю, ГОСТы я не стал смотреть. Оптимальный будет 2 сантиметра для деревянного каркаса. В деревянном каркасе должен быть чуток побольше зазор. Так-то там, по-моему, даже от 1 сантиметра возможно, от 1,5, но 2 это будет оптимальный. Вообще, если меньше у вас 2, то
он может промерзать. То есть шов должен быть нормальной толщины, чтобы пена там была, чтобы он не промерзал. То есть 1 там сантиметрик узенький — это плохо. Но он не должен быть большим. Почему? Потому что вам будет сложно хорошо запенить, во-первых. У вас появятся там какие-нибудь пустоты, вы запаритесь с запениванием, и, скорее всего, плохо это будет сделано. У меня получился он там больше. Дальше пойдет там информация, как я его уменьшал. 2 сантиметра, да, и для деревянного дома он должен быть побольше, потому что, типа, движение есть. И смотрите, пена, это тоже, наверное, потом будет в главе про запенку, она flexible здесь применяется, чтобы тоже компенсировать движение. Тем более, что можно вот даже показать, наверное. Смотрите, видите, есть некая вибрация, потому что каркас достаточно flexible, гибкий, достаточно он узкий здесь каркас. В общем, шов, давайте остановимся. Шов 2 сантиметра, оптимальный, flexible пена, думайте об отделке, имейте открытый проем, чтобы правильно снять замер. И сейчас еще пойдет какая-то вставочка, я помню, записал про замеры, еще что-то было. Ну, наверное, на открытом окне там было. Стоит просто на подставочном профиле, но я, если что, успею подбежать, подстраховать. Значит, показываю ситуацию по размерам. Почему я прогадал по размерам. Ну, почему это в ссылке там будет, и, возможно, уже упомянуто было несколько раз. Я покажу, как я прогадал теперь. Значит, смотрите, вот здесь вот до косячки или даже это до каркаса, там будет примерно 4,5. Сейчас солнце светит, я не знаю, как это запишется, но я думаю, будет вам видно. И такая же, ну, по крайней мере, вы по щели можете видеть. Такая же ситуация страховать. Здесь получается 4. Но это ладно, это не проблема. Это мы будем также делать, добирать. То есть полистиролом, потом пеной. Проблема вот где. Вот здесь вот целая линейка, это примерно 2 сантиметра. Это проблема для отделки откосов. То есть не то, что я мог бы сюда какую-то приклеить просто планку узкую и закрыть этот шов. Мне его нужно перекрывать. Это большая проблема при отделке. Значит, аналогично здесь. И то же самое получается изнутри. Вот так вам, наверное, видно. То есть вот этот вот перепад от того, где там заканчивается рама, и до откоса, это примерно там 22, тоже получится сантиметра. Материалы очень сложно подобрать нормальные для отделки в таком случае. То есть из-за того, что я уже напоминаю, ну, наверное, это было показано. Из-за того, что я не знал, как устроено вот здесь, чем является вот эта конструкция, я от нее отступил, соответственно, при заказе 2 сантиметра. Вот я и получил эти 2 сантиметра здесь с двух сторон, как полагается, под шов. Ну, а здесь получилось 4, потому что вот как оно здесь устроено, вы видели, ну, или в том видео, где я это все разбирал, вы можете посмотреть. Итого, имеем такую проблему, поэтому на неразобранном проеме снимать замеры — это дело рискованное. Здесь мы, конечно, ну, с точки зрения потери никаких проблем не будет, да, теплый шов будет сделан, скорее всего, это дальше глава пойдет. Ну да, первый же замеры будет. Но с точки зрения отделки это просто большие мучения. А сверху, да, по поводу верху, тут получилось 2,5. Ну давайте вот так вот покажу вам. Ну, так себе видно, 2,5, потому что, ну, такая же ситуация, я тоже брал с расчетом 2, но я взял с расчетом без подставочного профиля, говорю, вы мне сделаете такой-то размер без учета подставочного профиля, я его использовать не буду. Не помню уже почему, наверное, да, по теплоизоляции были проблемы, но когда я начал делать, я понял, не, я хочу с подставочным профилем, потому что иначе отлив вообще проблемно устанавливать. И кроме того, прям на нем хорошо стоит практически уровень, пока просто маленький уровень под боком был. Конечно же, у меня есть и длинный. Вот, но
подкладки все равно нужно будет делать. На маленьком окне получилось в уровень, здесь нужно будет делать. Поэтому мне повезло. У меня выбрал этот зазор, грубо говоря, подставочный профиль, а там наверху получился идеальный. Вот такая фишка по размерам. Никогда не снимайте их, я думаю, никогда, да, не очистив проем. И очень-очень запаривайтесь подумать о том, как будет потом идти отделка. Так как быть с подоконником-то? Крепление где, как, сколько. Скорее всего, вот этот отснятый с конца материал пойдет первый, потому что вот эта вот последняя рама, которая лежит здесь у меня, и уже последний опыт набран, и могу дать такую сжатую, возможно, информацию, потом, возможно, включу другую нарезку. Значит, мы выбираем, либо крепим на какие-то элементы через раму, либо на анкерные пластины. Можно и так, и сяк, спорить не нужно о том, что лучше, что хуже. Но для себя я выявил, что на анкерные пластины для меня это намного хуже. Во-первых, с точки зрения и крепления на маленьких откосов, и отделки откосов. Возможно, это пойдет в отснятом далее материале. И с точки зрения мостиков холода. Это я должен обязательно вам показать, почему. Кто скажет, что вот это более холодное крепление, нет. Это все враки. Картинки про монтаж теплого узла, наверное, у меня пойдут дальше, и там мы это все разберем. Значит, как часто? Есть стандарты, но вам производитель окон тоже предоставит какую-то бумажку, и она составлена на основе стандартов. 150 миллиметров примерно плюс-минус от угла внутреннего. Почему плюс-минус? Вам там дают иногда до 180, потому что в стене может быть место неудобное, и туда вшурупиться нельзя. Или здесь какие-то... Но здесь каких-то элементов производитель не будет ставить. Он знает, что есть 150-180 стандарт, он не будет ставить сюда никаких там фурнитур, еще каких-то штук, и не будет присверливать там вот шурупы, вот эти вот крепежные профили. Он не будет их сверлить там, где 150-180, потому что он понимает, что там будет ваше крепление. Но это если умный производитель. Значит, дальше мы следуем, да, и вот расстояние максимум 700, это для белого профиля. Не должно быть пропусков более чем 700. Для черного, никто, кстати, обычно не говорит почему, ну, потому что черный, он испытывает больше расширение, он же нагревается, больше впитывает тепла, больше расширяется, поэтому там 600 максимально можно иметь между точками крепления. Разные крепления около импоста, некоторые советуют с двух сторон, ну, здесь показано с одной стороны. Это все, наверное, в отснятом материале пойдет, как я разметил, да, разметил, прозинкировал. Это нижняя часть, в нее я заранее шурупы не поставил, потому что там будет на подставочный профиль ставиться, так будет удобнее, чтобы ничего здесь не мешало. Потом шурупы вкрутить, а здесь удобно будет, что они заранее подготовлены и сидят там. Значит, давайте я вот такой важный момент объясню по поводу, значит, шурупов. Многие говорят, там, ну, докрутили до пластика, все там остановились, и окей. Как бы и окей, и не окей. По стандартам надо туда, к металлу крепиться. Мы должны удержать металлом, да, там, и в следующую конструкцию. Но окей, просто дойти до пластика, если мы применяем методику, вот такая вот методика, значит, интересная, что вот у нас этот вот 6, а отверстие 5. Видите, он жестко сидит в нем. Вот я вот, смотрите, здесь дергаю, здесь даже как бы не дергается. Мы, по сути, то есть мы тогда только до пластика доходим. Головка более-менее такая здесь декоративная, ее даже прикрывать не надо. Отверстие прозинковано, будет достаточно красиво смотреться. Мы, по сути, держим, мы не за пластик держим. И лысого дядьку не надо слушать, который там обязательно в своих старых видео говорит проламываться дальше, там все тут разбомбить и укрепиться в металл. Мы, по сути, держим его вот на металлическом профиле там. Давайте еще отклонюсь. Значит, металлический профиль армирования здесь вот так вот идет буквой П, а где-то может быть полностью замкнутый, тогда вообще без проблем упереться сюда вот в пластик-то, по сути в металл. Мы говорим сейчас, да, вот про этот профиль. То есть металл у нас только вот тут вот и вот там, тут нету. Так вот, мы держим, по сути, за счет удержания в этом металле, ну и потом в ответной стене. Так вот это, получается, соответствует, по сути, анкерным пластинам. Какая разница? Вот вы ее сюда вот прикрепили где-то,
Сейчас я не знаю, буду я это... Ну, давайте попробую. Вот, вы ее закрепили. Вы ее тут закрепили тоже шурупом вкрутили. Кстати, куда здесь почему? А, ну да, сюда вы ее вкрутили. И потом там вы ее у стены где-то там держите. Так чем это отличается? Вы удерживаете его вот за счет вот шурупа, который вот тут вот вкручен. И элемента в стене, да еще и плюс у вас вот здесь вот есть гибкость у этой какой-то пластины. Ничем не отличается, по сути, удерживать на резьбе здесь вот от этих вот движений окон, ну, как бы туда-сюда, да, там наружу, вовнутрь, ну, скажем так, ветровые загрузки, вообще никаких проблем нету. Какие-то еще, в общем, нет проблемы, понимаете, это аналог. Если вы делаете так, если вы делаете 5 миллиметров и 6 отверстие и 6 миллиметров у вас шуруп, то по сути вам не надо там пробиваться дальше до металла, вы просто вот касаетесь пластика, чтобы все было красиво, а удержание происходит вот... Ладно, по-моему, я по кругу уже разъясняю, и так понятно, о чем идет речь. Так, ладно, это я вытащу потом. В принципе, наверное, такие самые главные вещи покрыты. И, скорее всего, сейчас пойдет какая-то нарезочка из того, что было снято дальше. Там еще какие-то... Может быть, будут повторы, но повторы лучше больше информации, чем меньше для вас. Да, это же full guide. Давайте. И здесь в разметке сверловки ошибки недопустимы, поэтому там никаких ошибок не будет. Но будут показаны разные нюансы по поводу сверловки, зенковки. Ой, да, не, скорее всего, ну не ошибка, но некоторый допуск будет показан, скорее всего, на маленьком окне. Я не использовал шурупы с полной резьбой, а надо, чтобы вот это работала технология с полной резьбой. И их очень тяжело найти. Скорее всего, я это покажу. А большинство шурупов, они вот здесь вот не будут иметь резьбу. И когда вы дойдете до металла, он в нем вообще держаться не будет. Ну, смотрим нарезку-то, наконец. Давайте я расскажу, чем мне не понравилась установка на анкерную пластину. Ну, в первую очередь, это тем, что она для широких откосов. То есть, если бы я ее установил там, видите, какой у меня здесь маленький получается откосик, скажем так, это бы все дело выпирало, мне бы ее пришлось резать. Причем, ну, ножницами по металлу такую качественную, мощную никак не срезать. Запарился бы я, то есть тут болгаркой ходить, это бы было все неудобно. Точно так же, как и сам крепеж на таком маленьком месте был бы неудобен. Это первый мой был консерн, опять консерн, беспокойство. Но самое главное, это мостик холода. Давайте пойдем туда к окнам, и я вам покажу, что я имею в виду. Я же помешан был на теплоизоляции именно в моей установке. И вот представьте, здесь эта пластина. Не, она же туда должна... здесь неудобно показывать. Представьте, что вы там не видели, что это наружная сторона, и представьте, что вы видите, что это внутренняя сторона. Здесь бы была эта закреплена пластина. Значит, я бы ее как-то установил, ну, закрепил бы, предположим. Если здесь, это, предположим, наружное, все пенится, окей, как бы мы перекрываем пеной, получается, то сюда у нас по металлу попадает этот мостик холода. Вот он прям по металлу идет. Но мало ли что мы запеним это вот где-то вот тут вот. Вот у нас вот этот вот сам идет мостик холода. Мне эта идея не понравилась. Может быть, здесь я не очень понятно объясняю. Нужно это смотреть в разрезе. Да, там тоже как-то... по поводу ленты надо там особо огибать, накладывать еще куда-то сюда. В общем, мне идея не понравилась с тем, что это создает больше мостик холода. Мой шуруп, который вкручен туда, он не создает никакого мостика холода, потому что он окружен пеной с одной и со второй стороны. Да? То есть, как бы, никаких с этим проблем нет. А здесь вот приходит сюда холод, потом идет сюда. Так, да разразится срач в комментариях. Ого, ничего себе, какой у нее есть функционал. Ух ты. У нас в Тихвине такого нету. А зачем это? О, сейчас она отвалится.
Просверливание я провожу с внутренней стороны. Некоторые советуют с наружной, чтобы не разбивать этот пластик, когда армировка только буквой «П», а не полная. Но у меня получается не разбивать. Сперва ее прорезаю. Сейчас на камеру, конечно, вообще это тяжко показывать одному. Потом контролирую, когда выйдет из металла. Я, кстати, вспомнил на другом окне, когда я сверлил снаружи, как раз получалось у меня не получалось тогда параллельно, а это будет потом проблема при установке, потому что здесь я металл прорезал, а потом обычно наоборот, очень тяжело соскакивание в пластик контролировать, и в принципе куда вот там зацепило, там и выбило сверло пластик, то есть может под углом и уже новое отверстие не сделать. Поэтому я как раз наоборот, сперва аккуратненько пластик, потом упираюсь строго параллельно, перпендикулярно в металл и высверливаю из металла. В принципе, если контролировать этот процесс, то вы даже не ударяете сюда ничем. А если и ударите, в принципе, не сильная проблема. И я делаю зенкировочку зенкером на 16, что примерно так получалось. Хотя головка 13, но вот оказалось из дешевых зенкеров, ну, например, просто такие какие-то дешевые, непонятные, плохо работает на 12. Она просто, ну, не острая, пластик просто плавит и все. Поэтому я из качественного набора взял, но там, к сожалению, на 16 есть, поэтому надо не переборщить, не уйти далеко. Так вот получается, чтобы головка, которая здесь вот такая мощная, сидела за подлицо, ну, красивее, скажем так, было и ничему не мешало. Сама по себе, в принципе, шляпка здесь красивая. Напоминаю, что мы, или может еще не говорил, мы не сверлим туда до металла шляпку, потому что у нас удержание происходит за счет, ну, по сути, как принципы анкерных пластин работает. Вот это сидит часть на резьбе здесь в металле, в раме, и там сидит. То есть она держится вот на этой резьбе, вот так вот, а не за счет прижатия металла. То есть принцип, по сути, как анкерных пластин, которые вы прикручиваете, они здесь сидят и сидят там на элементе, куда вы крепите. Поэтому вполне такой вариант годится. Поэтому очень важно шурупы с полной резьбой. И найти такие достаточно сложно. Очень сложно. Я вот с трудом нашел вот такие вот. Они по металлу. Не знаю, где, кстати, применяются, где нужно металл сверлить на такую длину. Да даже еще больше есть. 140 у меня, при этом имея полную резьбу. Но, к счастью, вот нашел. Очень дорогие. Место крепления и какой крепеж. Как я уже, наверное, сказал или скажу, не знаю, какой уровень информации вам предоставлять. Там для начитанных, насмотренных или совсем, которые в ноль, или которые пришли потроллить. Так вот, можно троллить между креплением на анкерные пластины и креплением с деланием дырок здесь, на что некоторые просто категорически плюются. Вот дока, мы смотрим по доке производителя, ну и по стандартам тоже, дока, собственно, по стандартам сделана, и мы крепим в дерево насквозь раму шурупами. И какой длины? А длина должна быть такая, чтобы вот здесь вот дано на разные материалы, чтобы в дерево здесь, получается, заходило как минимум на 40 миллиметров. 40 миллиметров дерева, 40 получился шов, 80, и здесь тоже примерно 40. Итого имеем 120. Да, это примерно такой ходовой 120. Не смотрите, что тут написано. 120 шуруп. У вас, может быть, он будет 100. Шестерочкой диаметром сверлим, пятерочкой. Значит, здесь из доки что нам важно? Нам важно места расположения, но это не из доки. Это все стандарты, и это все выведены
очень научно для того, чтобы при расширениях окна все происходило правильно. Поэтому еще когда говорят там белый профиль, черный профиль, разные расстояния, для черного там почаще, потому что, ну чуток почаще, потому что он нагревается больше, расширения получается разные. Вот. Для белого профиля там типа между креплениями максимум 700. Отсюда же следуют все эти вот указания, что 150 миллиметров обязательно от внутреннего угла, что в углах особо они ходят, расширяется, там тепло-холод, когда солнышко ушло, пришло. Под импостом, вот здесь показан один, ну и вот эти вот расстояния. Это все по науке выверено, мы этому следуем. То есть база, это по углам 150 от внутренних углов, ну там 150-180, примерно 150. Значит, под импостом по желанию с двух сторон. И затем идет импост, это вот палка, да, посередине. У меня, кстати, окно получилось прям такое, я не знаю, они вот рисуют вот прям в пропорциях примерно оно вот такое. И потом расстояние здесь максимум 700 указано, ну, для белого профиля, да. Это примерно так. Ну а дальше уже подбирается по ситуации. Значит, я буду делать 150, естественно, от углов. Здесь вот так вот получается 150 где-то здесь. И поэтому здесь, значит, тогда получается уже там, когда начинается 700, это где-то там далеко. Но надо под импостом поставить крепление. Здесь его второе, вот сразу же раз и потом второе. Делать особо смысла нет. Я, кстати, лучше это снизу показывать. Да, давайте-ка я лучше это снизу буду показывать. То есть вот 150. И вот здесь вот второе вот ставить так близко нет смысла. И тут вот всякие железки. Короче, 150 сантиметров потом от импоста. Вот ставим типа второе сюда. И это окей. Ну, наверное, по желанию можно воткнуть еще сюда и здесь, чтобы вот было с двух сторон импоста равномерно. Потом 150 берем оттуда. Ну и здесь получается больше 70, поэтому по центру замеряем, там где-то 35 получается, и еще делаем так. Значит, на углу что? Ну, 150, с краю что? 150 оттуда. 150 оттуда, и такая же ситуация. Тут 140 у нас не будет, тут чуть больше 70, поэтому тоже как бы по центру третье. Здесь мы ничего не дыряем, да, вы же понимаете? Ну так, пошутил. Вот, делаем сверлом пятерочкой и шурупы шестерочка. О том, как закреплять там в пластик или просверлить ниже, по-моему, этот холивар начнется позже, поэтому здесь я уже его записывать не буду. Шурупы мы насаживаем заранее. Зачем? Так а почему нет? Также будет удобно. Кроме нижнего, сейчас нижний там, потому что там будет мешать, если мы прямо на подставочный профиль ставим с небольшими потом зазорами. Поэтому все остальные мы насаживаем. И ошибки здесь в разметке и рассверловке недопустимы. Ошибки здесь непростительны. Ну чего вы замерли, как вкопанные? Ну говорю же, ну будет подоконник, будет. Не на этом окне, но будет. Следующим пунктом идет подставочный профиль. Я начну с конца, с последнего записанного материала. Это штука, на которой транспортирует окно. Вот в этом стенде, вот здесь эти окна стояли, поэтому он еще называется транспортировочный профиль. Вы можете использовать его как подставочный, то есть тот, который будет под окном, на котором оно будет упираться, если он хорош по теплоизоляционным характеристикам. Но, тем не менее, он полностью хорош не будет. Хотя здесь 5 камер, но если мы сюда крепим отлив, туда подоконник, ладно, подоконник, окей, но если сюда отлив, то вот, собственно, отлив, металл, профиль, ходит холод. Поэтому есть всякие фишки по его утеплению. Например, вот эти две сосисочки в отснятом материале, пойдут все мучения об этом. Для чего он тоже, наверное, ну я уже упомянул, но, наверное, еще будет в отснятом материале. Вы его используете, если вам нужно закрепить отлив или подоконник. Подоконник еще ладно, может быть, как-то можно без него, но вот отлив без него, это будет очень сложно. Сюда отлив крепить нельзя.
Для отлива, видите, для завода отлива есть два пазика, один и второй. Вот, на первом окне я вообще об этом не думал, на маленьком. На большом, возможно, будет в отснятом материале. На большом я тоже почему-то, опять же, не думаю. Ну, просто вот завел под этот первый. И, видите, тут еще получается тогда пространство, тогда как бы неудобно крепить. Ну, как неудобно. Получается как бы некое пространство. Там с шурупами была возня, возможно, пойдет в отснятом материале. Так вот, смотрите, мы можем в реальности использовать преимущество вот этих двух пазов, крепить во второй, и вот здесь вот расстояние, ну давайте я вам его продемонстрирую. Вот, оно здесь 8 миллиметров, видите, 8 миллиметров. Или нас интересует до первого, точнее, сорян, да, до первого паза и есть 8 миллиметров. Так вот, смотрите, в эти 8 миллиметров мы можем заложить дополнительное утепление. Например, и это был уровень. Полистирол вспененный, например, да. Можно купить ленты на клею, которую сюда приклеить прям по размеру. Не псул сюда не надо. Не резину, а что-то, что является хорошим утеплителем. 8 миллиметров у нас здесь есть. Мне, к сожалению, здесь ничего не купить было, кроме вот такой вот огромной цокольной ленты, из которой я и собираюсь отрезать нужную полоску. То есть, как вариант, и она 6 миллиметров, к сожалению, тоже. Ничего другого не нашлось. Можно, конечно, попробовать запихать 12 миллиметров, прижать, но, скорее всего, просто 6 положу. И как я ее буду сюда клеить? Я не буду сейчас ее здесь клеить, потому что сюда пойдет вот эта вот, смотрите, лента внешняя. Про ленту, наверное, это пойдет дальше еще. Она будет наклеена, вот как и здесь она будет наклеена. Ну, грубо говоря, вот так вот она. Так, стоп. Сейчас, подождите. Дайте кусочек найду. Вот, нашел ее кусочек. Про них еще будет, не беспокойтесь. Значит, вот это, в данном случае мы снимем вот этот кусок. Вот так ее сюда наклеим, чтобы она вот так вот закрывала снаружи шов с пеной. И вот здесь вот видите, есть еще вот этот кусок для того, как раз, чтобы клеить ее вот так вот заранее, что нам здесь не нужно. Так вот эта клеевая часть и будет моей частью, на которую я приклею ленту, прежде чем я установлю отлив. И у меня будет здесь замечательно. Тут как раз таки идеально сядет тогда отлив в первое отверстие и будет дополнительное утепление. Вот, возьмите это на заметку. А сейчас пойдет отснятый всякий материал дальше. Возможно, там будут повторы, но лучше повторы, чем лучше больше информации, чем меньше, правда же? Про попытки его утеплить, наверное, тоже там будет пеной внутри. Не надо это делать, заранее скажу, потому что не знаю, включу или нет. Давайте смотрим остальную нарезку. Итак, отверстие готово и прозинковано. Это первое, что мы могли сделать с рамой отдельно от окна, где-то там, например, в прохладном гараже. И следующий пункт – это подставочный профиль. У меня вот здесь вот родной этот гиолановский. Опять же, не знаю, в каком виде вам представлять информацию о том, знаете ли вы что или нет. Но это, короче, такая штука, на которой транспортируют окно. То есть это в первую очередь транспортировочный профиль. Я его снял вот отсюда. Показывал я вам или нет транспортировку, распаковку, я тоже не знаю, потому что не знаю, как замонтирую. И может ли он служить подставочным? Что значит подставочным? Ну, на него, чтобы окно стояло, то есть оставить его здесь, и чтобы окно на него упиралось. Может он или нет, зависит от вашего желания, скорее всего, и от необходимости, и от его термоизоляционных характеристик. Одно из самых узких мест – это он. Для чего он? С одной стороны подоконник ставится, с другой стороны отлив. Это удобно. Подоконник будет или нет? Я не понял. Я сперва замеры дал без него, и с замерами голова уже была, и так как я там не знал, как у меня устроен проем, поэтому дал так, что без него бы получились и не только по краям, но и сверху, снизу бы тоже зазоры по 4 сантиметра, что меня бы не устроило, но, к большому счастью, я решил потом ставить все-таки на подставочный профиль окно, и у меня, по крайней мере, сверху, по сути, идеальный, примерно 2-сантиметровый шов получается. Почему решил? Потому что, ну да, отлив, как ни крути, круче всего на него ставить с подоконниками. Я могу тут играться так и сяк, это будет дальше.
А вот отлив, как ни крути, вот очень будет сложно устроить без подставочного профиля. Утеплять, не утеплять, наверное, не знаю, возможно, сейчас или в ближайшее время поставлю ролик про попытки его утеплять, про то, как я его делал на предыдущем окне, а на этом окне я его буду делать по-другому. Вот, смотрите, как здесь этот подставочный выглядит, поэтому, чтобы не прикручивать слив, а он здесь обязательно, как вы понимаете, в саму раму, ну, решил я вот его оставить. Не знаю, как буду делать с большими окнами. Не знаю. Потому что... Ну, мне кажется, не, нормально по изоляции. Видите, здесь тоже пена положится. Сколько-то. Как-то так, как-то так. Смотрите, я примеряю отлив предыдущий, который у меня здесь был. И он замечательно встает туда, вот упираясь в этот подставочный профиль. Вот я его убираю. Вот, вы поняли, да, где он был? Значит, смотрите, соответственно, я же просто больной по поводу теплоизоляции. Соответственно, сюда я пену никакую не могу наложить. Здесь будет профиль этот еще и дополнительно шурупами, значит, просверлен этим отливом, и холод прямо вот туда в него идет. Здесь я уже ничего не могу сделать. Единственная, значит, тепловая защита — это, собственно, камеры этого самого профиля, ну и затем пена, которая с той стороны после него получилась. Но вот эту пену я все равно закрою лентой. Причем, да, я ее вот здесь-то как раз таки удобно, я ее к этому профилю приклею и сюда нахлестну. Вот, то есть эту пену я прикрою, а потом нам вот этот вот зазор ветряной нельзя запенивать. То есть, чтобы это все не дребезжало, если я в этот раз хочу сделать так, чтобы сороки, когда прыгают, не издавали звука и не пугали котиков, которые там любят сидеть. А здесь я сосисочку хочу проложить из определенного материала. Ну ладно, это будет позже. С этой стороны. Ну, вот, в общем-то, у нас будет защищать от промерзания кусок этой пены. Сейчас мы его подрежем. Так как подоконника не будет, который упирался бы туда, в этот профиль. 2 сантиметра там или нет пены, я уже не помню. Это надо будет на другом окне замерить. Ну вот здесь вот, значит, обрежем все, потом отделка. В принципе, если отделку делать как-то так, то можно отрезать пену и посюда. Но это не особо много чего даст. Пена, которая уже торчит дальше пластика. Так, вот здесь надо проверить, дует, не дует. Так, здесь не дует. Дуеметр. Это одобрение? Или что? Или это замеры какие-то? Ну ладно. В общем, что-то, нечто вот такое вот безобразное, плохо получающееся бяки. Вот здесь вот предпринимались попытки утеплить подставочный профиль Рихау. Вот такой подставочный профиль 5 аж камерный. Есть советы по утеплению его трубкой, пеной. И вот это вот все безобразие, вот это, это, примерно целый баллон. Это все от попыток его утеплить. В итоге чего? Мы там видим просвет, но не очень попадает, но я вижу. В результате чего я его деутеплил. Нет, ну конечно не деутеплил, но попытался вернуть к первозданному виду. И показывать, почему и как и что было, я не буду, потому что, к сожалению, вот многие зрители не умеют адекватно воспринимать, когда показывают ошибки, как делать нельзя, и типа
свои ошибки показывают. Поэтому просто примите как совет, не пытайтесь утеплить, особенно если такой профиль. И это не надо. Вы просто ищите, чтобы у вас подставочный профиль был нормальный. Именно который можно использовать не только для транспортировки, а и для элемента, который будет все-таки тепло. Ну, скажем так, не будет... Надо на паузу поставить, вспомнить русское слово. О, вспомнил. Ахиллесовой пятой не будет. Не утепляйте. Его не утепляйте. А вот это место я утепляю таким вот образом. Здесь получается, ну, давайте здесь посмотрим. Получается как бы две, ну, условные камеры. И нужно подобрать, соответственно, утеплитель, чтобы можно было его нормально надеть. Мне кажется, я немножко малый диаметр взял. Возможно, для следующего раза возьму больше, потому что это утеплить не очень сложно. Сперва я насадил профиль, потом проделал эти две сосиски. И, соответственно, вот сейчас я буду, ну, вот так вот дальше это все натягивать. И это место будет утеплено. Сейчас я покажу его. Вот, я взял такой 10 миллиметров, который дает, который в 5-8 щели сажается. Я замерил здесь 8, и поэтому решил взять его вместо пятнашки, которая 8-12, потому что мне казалось, будет сложнее ее продеть. Но для следующих окон я все-таки возьму, попробую. Ну как по-другому? Немного по-другому. Я не буду уже пытаться там извратиться с запениванием вовнутрь него пены. Я попробую сосисочку потолще. Не вот эту вот 10 миллиметров, которая мне в прошлый раз не понравилась, а 15 миллиметров. Две сосисочки. То есть мы утеплим, вот здесь вот видите, такая перемычка. Мы утеплим вот эти два места, чтобы холод, который вот от отлива. Это внутренняя сторона, да? Нет, это внутренняя сторона, которая от отлива вот туда вот гуляет через него, то есть вот тут от отлива холод заходит и потом там в раму, чтобы ему был барьер, или чтобы наоборот воздуху из помещения, который вот так вот там через него, там через подоконник пытается туда куда-то там уйти, чтобы не было для этого всего, чтобы для этого был барьер. Вот, мы поэтому эти сосисочки сюда ставим, потому что мы помешаны на изоляция. Значит, потом окажется так, что с этой стороны я вот это вот по сути запениваю, то есть я его покрываю изнутри по сути пеной этот кусок, потому что подоконник не ставлю, подоконник я буду просто крепить к нижнему основанию. А вот со стороны отлива, то есть с наружной, вот там, да, это самое такое место проблемное, и я потом случайно подсмотрел идею одного, что можно вот это вот место тоже утеплить побольше. Нужно приклеить сюда, например, вспененный полиэтилен. У меня такого нет. У меня есть одна идея. Когда до этого дойдем, тогда я покажу. Сейчас сосисочки вбиваем, более толстые. Пробуем. Сам не знаю, получится или нет. Ну, с этими сарделечками, конечно, посложнее с толстыми идет. Но, знаете, есть один метод, который обычно работает на ура. Только нужно подумать, в какие места это забрызгать. Не прокатил этот метод, даже силикон не помог. Поэтому сейчас я пробую новую идею. Я одну толстую сосисочку приклею заранее, а в нижнюю маленькую, которая более узкая, у меня пойдет все-таки маленькая сосисочка. В общем, выводы такие, что подбирайте сосиску себе по размеру. Идея с тем, что она будет приклеена, ну просто чтобы она удерживалась. А потом сверху все-таки я силиконом набрызгаю. Попробую надевать профиль. Такая просто идея есть, что так будет легче. Ну, по сути, чтобы просто его здесь удерживало. И все, чтобы он не отваливался. В общем, народ, как я не извращался, даже стыдно показывать, ничего не получилось. В итоге снова две тонкие сосиски. В общем, мой вам совет, ищите сосиски по размеру. Нормальному размеру, ни меньше, ни больше, идеальному, для вашего профиля. 13 у меня бы был такой, если бы я мог купить.
Вы увидели все попытки утепления подставочного профиля, какие надо и какие не надо. И я надеюсь, вы зацените правильно то, что я показал вам, и ошибки тоже. Это очень важно для думающих людей. Видите, какие ошибки допустимы. И вы не увидели только это. Окончательный вариант утепления. Вот, собственно, сейчас мы его и будем делать. Про эту пену было в других главах, про все это покрытие. Вот у нас есть этот профиль. Вот я отрезал из этого материала спененного полиэтилена 6-миллиметровой толщины профиль. Здесь у нас сейчас, в принципе, липкая поверхность, но сперва я все-таки закрою лентой эту пену, потому что ее нужно закрыть лентой. И наклеющий слой, который появится вот здесь, вот он есть у ленты, когда мы клеим ее сюда, я пристрою. Ну, здесь, получается, пена немножко будет мешать, но это не страшно. Я пристрою вот эту вот ленту, и потом пойдет отлив. В принципе, все. Остальные вы вещи видели, но покажу еще раз. Показываю на другом окне, так как там все-таки пену надо уменьшить, так как длины ленты не хватает ее перекрыть и хорошо зацепиться. И это было в голове про длину ленты, что подходите правильно и покупайте с запасом. Поэтому показываю вам здесь, а там еще потом пену подрежу. Вот, собственно, я убираю вот этот вот тот слой, которым опционально эта лента клеится после. Но клеим мы на подставочный ее. Потом я уберу этот, на который будет приклеен полиэтилен. Приклеил к подставочному на всем периметре. Удаляю теперь. Это удобно работать. Мне не мешал. Вот этот слой, он не лип ко всему, особенно сейчас в 30-градусную жару. И вот эту вот грунтовку, кстати, знаете, что я вам могу продемонстрировать, насколько она улучшает сцепление. Смотрите, вот просто к кирпичу, да? Такому вот, представляете, да, если бы он был без грунтовки, ничего бы не приклеилось. Смотрите. Вот. Оп, да. А давайте попробуем вот просто вот к этому, вот здесь. Кажется, даже лучше. А я не буду ничего фейкать. Не буду ничего фейкать. В общем, сами выводы, какие хотите, такие сделайте. Может, он нагрелся просто до 40. А я нагрелся уже до 50. Так, как-то так. Дышать нечем. Смотрите. Оп, да. И вот так вот. То есть мы здесь шикардосно закрыли пену. Я еще потом проглажу. В отличие вот от того куска, где мне надо еще все-таки пену подуменьшить. И вот убираем этот клейкий слой, и он нам очень хорошо поддержит наш полиэтилен. Маленькая фишечка, я резал его с двух ровных отрезанных на заводе сторон ножницами, поэтому ровные отрезанные на заводе я буду туда, чтобы как можно дальше он примкнул, его ставить. Давайте я с запасом начну. С запасом. Ну, надеюсь, что это с запасом. Вот так вот. Все, он будет там удерживаться, а в первый отсек мы желоб, или как его хотите назвать, мы поставим отлив. И у нас вот этот вот приход через отлив, ну, более-менее дополнительно изолирован. Лучше как-то, чем никак. Согласны? Кошарка. А вот здесь вот сорян не будет. Так что ты как-нибудь так и продолжай справляться на батарее. Чуть не очень сказано. Дальше про ленты. Вот здесь опять же лежит последняя рама, которую я буду ставить. Набран весь опыт, и теперь выглядит это все красиво. Лента снаружи. Мы защищаем монтажный шов снаружи от воды. При этом влага выходит через эту ленту, поэтому она дышит. А изнутри мы влагу помещения в шов не пускаем, полностью блокируем. Поэтому это полностью блокирующая лента. Дальше пойдет скоро нарезочка с еще больше всякой информации.
И про всякие ошибки там будет тоже. Могу сразу же упомянуть. Ошибка номер 1. Это слишком короткую ленту взяли, не подумали. Не подумали, куда клеится. Ошибка номер 2. То есть, куда клеить, заранее или потом. И это все зависит от того, какие у вас получились, какая у вас получилась установка. Это все будет по ходу дальше в нарезочке. Ошибка номер 3. Не убрали вот эту вот перед тем, как пенить. Пена к ней не клеится. Скорее всего, еще какие-то будут ошибки по ходу действия. Давайте смотрим нарезочку. Пеносил от тех же эстонцев Windproof Outside Tape. Точную марку здесь не написано, но поставлю, возможно, в описании. Значит, это у нас снаружи. Вот так вот она выглядит. Сейчас еще разберемся, когда будем клеить. И Full Glue внутреннее тоже разберемся. Так вот, смотрите, изнутри у нас цель полностью изолировать от влаги. От влаги, которая из теплого помещения зимой, когда на улице холодно, уходит туда, в пену. В общем, да, разразится срач в комментах, но не важно. Я просто делаю как надо, как по уму. И поэтому существует вот такая вот лента. И вот эта лента прикольна тем, что ее можно клеить уже после того, как установлено. То есть мы можем приклеить вот сюда вот ее и потом сюда нахлестнуть. Для этого есть вот здесь вот маленький отдирающийся кусочек и потом большой, которым мы это наклеиваем. То есть вот так получается по периметру наклеили и потом все закрыли. А если мы это делаем до установки и в реальности, когда еще рама снята, то есть вот на противоположной стороне кусочек. Вот это вот не клейкий, а есть только этот кусочек. Это тогда предполагается, что мы этим кусочком заходим вот туда вот за раму. Вот там вот. И я сделаю именно так сейчас, хотя на поставленном уже окне. Потому что я не хочу ничего клеить сюда. У меня есть идея здесь потом, какие-то очень, может быть, короткие применить штапики или что-то такое декоративное, сам еще пока не знаю. Поэтому мне помешает здесь лента. Поэтому я все-таки проклею туда. Я знал об этом, но решил здесь это сделать позже. На следующих окнах я, конечно, ее заранее проклею. Периметр я, конечно, зачищу, чтобы все было по уму, потому что у нас здесь в Финляндии есть такое чудо-средство Синол Полтонесте, то есть горючая жидкость. Для керосинок, по-моему, используется. Идеально для чистки и обезжиривания. Просто идеально. Стоит копейки, на Тибойле продается. И я вам скажу так, это была ужасная идея сделать это опосля. В приличном обществе лучше такое не показывать и не упоминать. А на углах это совсем проблема. Сейчас вообще выглядит страшно. Потом я, конечно, разрулю. В теории вы можете, конечно, потом все эти углы там обработать, закрыть как надо этой пароизоляционной лентой. Это я пока ее сюда прикрепил, чтобы пенить. Пенить буду вот эту часть перед ней, но пойду это сделаю снаружи. Но здесь все равно придется изнутри. В общем, не надо ленту после ставить вот так туда. Если после ставите, тогда ставьте на вот этот вот профиль. Тогда это все можно сделать потом, после отделки. В принципе, может быть, я на следующих окнах так и сделаю, просчитаю, какая у меня будет отделка, и тогда заклею просто с этой стороны после отделки. Ну или установлю до того, как установил раму. Ленту установлю. Значит, смотрите, идея с тем, чтобы установить вообще ленту до пены, точнее до установки, вообще вот так установить, мне полностью не понравилось. Здесь с этим работать будет неудобно. Кстати, пена к этому не прилипает. Вот это вот интересно, не думал, что она не прилипает сюда. Но это еще более-менее окей тогда. Или из-за того, что влажно было, не знаю. Не понравилась такая идея. То есть при возможности я бы
Здесь герметизировал, то есть изолировал от влаги. Вот сюда, вот так вот, просто бы наклеивал, да, влагоизоляционный скотч, скажем так, есть такой. Ну, лента, пускай будет по-умному называться. Сейчас вот, ну не сейчас, потом я, конечно, тут это все срежу, все это закрою. Ну, углы мне особо не понравились, конечно, как с ними тут работать. В общем, ну, не знаю, что сказать. Сами решайте, просто вот так вот вам показал. Снаружи я сперва запенил, ничего не наклеил. Честно говоря, забыл об этом подумать. Поэтому там предстоит делать теперь, исходя из этого факта. Вот такая ситуация после обрезки пены снаружи. Да, здесь по отделке вполне подойдет просто доска, поставленная сюда, как мне кажется. На этих окнах так получилось. А здесь заливать вода, скорее всего, не будет. По сути, какой-то уголок. И поэтому здесь лента, которая будет дышать, да, в данном случае, подошла бы с установкой как раз-таки там, в начале, на раму, по периметру рамы. А не как сейчас придется делать, клеить ее придется здесь и сколько-то места, соответственно, отсюда отнимать. И она может помешать отделке, ну, как бы торчать будет. Вот, значит, лента, которая у нас идет наружку, тоже, я вроде показывал, да, не знаю, снимал это вчера, может надеваться сперва на раму, но и есть опция, соответственно, надеть ее сейчас с этой стороны. Вот смотрите, что я вытворяю. Сокращаю вот здесь вот этот слой. И я, конечно, сделал, но вам совет на миллион. Устанавливайте, наклеивайте эту ленту до отделки на раму, точнее, если у вас ситуация, как у меня, вы очень запариваетесь по окончательной отделке, которая здесь проблематична, потому что сюда я не могу ничего прибить, как и сюда, в общем-то, понимаете, да? Кстати, я только сейчас это понял. Да, забавно. Вот, и поэтому у вас может оказаться ситуация, что вам очень важно, чтобы вот здесь вот было как можно меньше занято лентой. В общем, я вам все показал. Вы сами решайте, как использовать эту информацию. Можете, конечно, хейтить, блеймить. Не знаю, нафига такие чуваки смотрят такие видосы. Я вам просто показываю как раз-таки, какие могут быть проблемы и что надо учитывать. Ну вот так вот это получилось. С грустью котик смотрит на такие результаты. Вот к такому защитному ветровому слою это... Ну, оно сейчас приклеилось, но я думаю, это не очень надежно. И, в принципе, здесь ничего другого не сделать, ни на кирпич, ни наклеить. Возможно, просто если иметь ленту больше и больше захватить заклейки, тогда будет лучше. Но самое плохое, конечно, вот в тех местах. То есть на кирпич-то сюда тоже не заклеить, потому что нужно ветряной зазор оставлять. В общем, как-то так. Да, котик, я понимаю. Я все понимаю. Про защиту монтажного шва или про ленты. Кто придет в комменты сказать, что да нафиг они не нужны, забаньте себя на ютубе, закажите себе на Алике новый мозг. И не важно, что вы там 20 лет окна делаете. Значит, смотрите, мы защищаем монтажный шов, мы защищаем пену, чтобы монтажный шов не потерял свои теплоизоляционные свойства. Изнутри все просто, мы закрываем его от влаги, которая в помещении, чтобы она в него не входила. Мы полностью изолируем, блокируем. Можно там пленкой на скотч это делать, можно как угодно, нам главное заблокировать. Вот есть удобные ленты для этого.
у которой, например, вот такая есть одна полосочка, чтобы приклеить ее заранее, или вторая, чтобы приклеить потом, позже. Это все зависит от того, как вам удобнее. Мне вот получилось так, что удобнее заранее ее приклеить. Я это понял чуток позже. Главное потом не забыть, если вы используете подобные ленты, удалить вот этот слой, на него пена вообще не садится. На маленьком окне я, к сожалению, это не сделал. На горьком опыте убедился, что так не надо делать. Посмотрим, что будет зимой. Мне бы больше, я не знаю, насколько можно доверять этой ленте, и мне бы больше понравилась вот такая вот полностью блокирующая лента. Здесь вот упомянут этот стандарт, который на теплоизоляцию монтажных швов и вообще энергосбережения в здании, немецкий стандарт. Ну и вот этот Hören, Schulku, Tape, все понятно, да, что она делает. Может, непонятно. Защищает от пара, да, значит, проникновение в шов. С наружной стороны, то есть вся влага, которая может откуда-то образоваться в этом шве, она может отсюда образоваться, там еще как-то, она должна наружу вся выходить. Поэтому там лента должна, которая выпускает оттуда, значит, влагу, но сюда не запускает воду. Это какие-то специальные ленты. У меня, опять же, будет лента пеносиловская. Я думаю, что у меня, не помню, опять же, отснято много всякого материала, когда я устанавливал, когда я это делал, поэтому, скорее всего, будет какая-то нарезочка после этого, пойдет что-то типа того. Хочу еще отметить, что самая проблема – это углы. Углы хорошо сделать, они и так-то самое проблемное место всегда, но еще вот с лентами их сделать – это такое себе, у меня до сих пор этого не получается, но будем стараться, будем усовершенствовать это все. Можно использовать, с обратной стороны можно тоже использовать правильный герметик, который, опять же, туда, дышащий, грубо говоря, туда выводит влагу, сюда защищает от воды. Вот как-то так в этот раз получилось. С каждым разом лучше, но все равно не знаю, как с этими углами потом с проклейкой нормально обойтись. Вот так по лентам получилось на последних двух окнах. Показываю одно из них. То есть вот она теперь заготовлена здесь. Но я вообще не знаю, что в реальности будет здесь еще. Еще не согласовали по поводу подоконника, котиков, цветочков. Видите, консоль была. Подоконник был консольный. Как здесь достаточно принято, модно. Тем более проем оказался вообще огромный. Здесь по отделке я не представляю еще, как все будет происходить. Но по ленте вот так она получилась. Ну и снаружи, там просматривается, что там показывать. Вы видели уже это все. В других случаях пенить здесь надо, пенить. По пене и ленте и откосам все одновременно, в какую главу будет включено, не знаю. Вот смотрите, ситуация, да? Вы вот так вот запенили, у вас здесь лента. Теоретически вы можете ей закрыть, может быть, немножко срезать, а если лента больше, так и вообще закрыть. Но представьте, откосы не вы делаете, да и вы даже. И придут откосники, они вам просто отрежут эту ленту, она им будет мешать притыкать вот сюда вот какой-нибудь наличник. Смотрите, если ее убирать вот так, что очень тяжело в этом месте, потому что как бы подобраться так, чтобы ее вот так вот отрезать, здесь сложно. Это лучше делать, кстати, со снятой створкой, но я это уже делать не буду. Приходится резать туда подыскосок, и в итоге снимается, чуток больше пены, чем хотелось бы. Но суть в том, что мы получаем вот такой вот, потом, значит, здесь с одной плоскостью и лента сюда. То, что мы хотим получить, чтобы откосникам это не мешало. Тем не менее, все равно это в той или иной степени будет мешать. Но вот в главе про откосы будет показано, как это решается, по крайней мере в этом доме, и с тем, как я буду это делать. Но в ином случае имейте в виду, что вот эти вам все бугорки посрезают просто вместе с лентой, и все. Здесь получилось так, что шов вообще вот там глубоко, и рама еще и сидит выше, чем эта деревяшка, поэтому тут вообще проблем нет. А вот в подобных местах учитывайте просрез пены. Если кто-то знает, как в таких местах удобней ее подрезать, чтобы вот не туда по диагонали, а чтобы вот так вот нож был, и чтобы туда вот далеко ножом не зайти больше, чем надо, не создав
щель, а выбрать это, не выковыривая ее. Ну, расскажите как. Вот смотрите, один из вариантов прокола по длине пленки. Здесь у меня получилась такая ситуация с подоконником. Подоконник он здесь консольный. И здесь получилось высоко стоит окно от элемента этой отделки. И мне надо, по сути, здесь наращивать неким бруском. И потом на него крепить какую-то там планку, ну, заподлицо, да. То есть у меня должно получиться вот что-то идущее отсюда, и здесь еще как-то закрыто. Это будет в теме по откосы, не в этом сейчас суть, про пленку. Соответственно, пленка в идеале, она должна сперва пойти вот так, там заподлицо с плоскостью рамки, а потом сюда, чтобы вот элемент, который я туда вот ставлю, видите, ему пленка мешает, он упирается. Есть, конечно, простое решение, оно будет там показано, но тем не менее. Если вам кто-то будет это делать, он просто вот придет и все это ножом срежет. Он подумает, пленку забыли открепить. Типа вот эта пленка. Маляры, не буду, конечно, про маляров, но весь опыт, который у меня с ними был, это все было переделай потом сам. К счастью, они не успели ничего сломать. Если мы говорим о длине пленки в данном случае, то вот смотрите, вот получается так и все, и ее некуда уже закрепить. Поэтому я буду как-то так делать. Там потом про подоконник пойдет эта ситуация. А здесь мне приходится теперь закреплять еще другой пленкой. Вот так мне приходится делать. То есть здесь ситуация еще более-менее, но все равно смотрите, да? То есть туда вот хуп. То есть, если я вот так вот выше ставлю этой, то окей тогда, конечно. То есть, имейте в виду вот это вот при длине пленки. Ну, также это относится и к другим разделам, но там, наверное, я свои слова скажу. И это при том, что здесь я хитрость применил, я ее там приклеил не на полную длину, а с отступом, видите, здесь набрала грязи, и все равно не хватает. Вот так здесь вверху, по сути, получается, но это скрывает достаточно хорошо. С углами в этом случае более-менее что-то получается. То есть я вижу вот так. Здесь я отрежу, но здесь больше получается, потому что это тоньше внешнее. Гляньте. Вот так вот там угол получился. Нахлест есть пена от птичек, которые ее обожают закрыто. Тем более на такой фисташковый, наверное, даже белки позарятся. Ну, то есть вот в моем случае происходит некая такая ее утрамбовка, да, на пену до вот того ветрозащитного уровня. Но в принципе норм. Ее здесь даже очень норм перекрывает, поэтому я не вижу проблем. Страдаешь без подоконника. Устройство теплого правильного монтажного шва, так чтобы не возникали никакие там конденсаты, ничего плохого не происходило. На сайте Пеносила есть схемки по устройству этого шва. Есть стандарты, сейчас я про них нудеть не буду. Возможно, уже понудел или понужу. Так говорят вообще. И мы выбираем картинку, которая нам надо. Более-менее у меня подходит вот такая облицовка фасада кирпичом с вентиляционным зазором фасад. Хотя не совсем оно. Я думаю, инженерам этой компании можно доверять. В принципе, здесь все красиво, правильно нарисовано. К этому мы прибегнем еще потом подробно. Например, когда отлив будем ставить. Вот просто я вам сейчас показываю. Давайте лучше перейдем к моему рисунку. Мой рисунок — это в масштабе сделанный рисунок вот этих вот компонентов. Стена, рама, в масштабе тоже вот эта вот ширина.
и облицовочный кирпич. Все в масштабе, но это было сделано до того, как я открыл вот ту вот часть и не знал, как у меня вот там вот все устроено. Ну ладно, давайте сперва об этом. Значит, смотрите. Идеальный шов это в районе 2 сантиметров. Здесь у меня получилось 4 по итогам. Когда я это обнаружил, я, значит, решил, что давайте я добью вот эту часть экструдированным полистиролом XPS, потому что я все равно посчитал, что я не намонтажу тут пеной 4 сантиметра хорошо, даже несколько проходов, чтобы вот сделать здесь хорошую изоляцию, заполнить не пеной, не ради там денег, не ради экономии, а вот ради как раз того, что все-таки мне кажется, что за пению я хуже, чем если приклеить лист полистирола. Есть еще такая фишка хитрая, его можно по центру поставить и с двух сторон обпенить. Возьмите на заметку, тогда как бы внутри он тоже будет вообще шикарно. Я нечто подобное применю. Ладно, давайте перейдем к этому позже. Окей, значит, смотрите. Полистирол здесь пена тогда на 2 сантиметра. Как крепить окно? Почему я отказался от анкерных пластин? Потому что, если бы они вот отсюда бы шли бы туда, да, из окна бы шли бы вот туда, вот это как бы приход через них все равно некого мостика там холода или мостик тепла, с какой стороны посмотреть. А когда я креплю на шуруп здесь сквозь, он с обеих сторон здесь закрыт теплоизолирующими материалами. То есть как бы если приход холода сюда, уход туда, но вы понимаете, да, какую суть. Анкерную пластину защищать тоже там лентами, тоже неудобно. И это помимо того, что у меня там места-то под нее совершенно нету. Поэтому я от нее отказался. Не знаю, показал я вам или покажу. Давайте поэтому сделаю сейчас. Потому что этот проект у меня долго идущий. Я не знаю, как я намонтирую видео. Могут быть повторы, могут быть, наоборот, что-то не показано. Лучше покажу. Вот, этих пластин у меня родные для этого окна. Внутренняя сторона, правильно показываю. Они у меня есть, но я от них отказался. То бишь, вот это вот будет теплый шов. Плюс мы его должны защитить лентой изнутри, пароизоляционной, полностью изоляционной лентой. То есть так, чтобы влага в шов не попадала. И точка. Все, вот запомнить просто. С этим как раз очень просто. Опять же, не знаю, показал или еще буду ленты показывать. Я, конечно, купил от Пеносила их вот эту вот внутреннюю. Некоторые говорят, как можно проверить, внутреннее, наружное. Там наружное продувается, внутреннее нет. Они у меня обе полупродуваются. Есть вот такие вот разные ленты, которые по стандарту, даже по стандарту вот этому связанному с энергосбережением. Давайте, открывайте. Вот, видите, здесь DIN этот. Как раз таки предназначены для построения энергосберегающих узлов. В данном случае это вот эта вот лента, которая аж при минус 20 можно клеить. Она клеится абсолютно ко всему. И как вот тут понятно вам, шелку тейпе. Короче, создает полную защиту от пара. С этим все самое простое. Просто заизолировали, чтобы из помещения влага не ходила. Но влага, которая может образоваться во шве, она должна уходить наружу. Поэтому снаружи ставится лента, которая выпускает как раз таки влагу наружу, но не дает никакой воде заходить туда. То есть паропроницаемая. Здесь все просто, и вот это уже какие-то специальные ленты надо покупать, или герметик. Я пошел по пути с лентами. И значит, облицовка конечная, это, конечно, тоже представляет проблему, когда здесь пластиковая рама, а здесь кирпич, представляет большие проблемы. У меня была идея на тот момент, что я буду вот сюда вот это шурупом крепить, тогда я здесь... мне здесь не нравится, я нарушаю ленту, получается, да? То есть, хотя здесь я вхожу, не нарушаю, мостик холода особо не создаю.
ну, нарушаю ленту, думал, ну ладно, может как-то туда крепить, но, по-моему, там подходит к тому, что я буду клеить просто на кирпич откос. Окей, то есть по теплоизоляции, да, не то, что мы тут поставили что-то, потом продырявили и мостик холода сделали, не то, что мы там эту железку наружу вывели и через нее мостик холода. По теплоизоляционному... Почему мы делаем теплый шов, хотя само окно и рама, оно очень холодное? Ну, потому что, мало ли что, это дано, а это надо сделать, чтобы там ни грибка, ни плесени, ничего не образовывалось. Дерево. Почему я отказался от четверти? Потому что дерево... Это, наверное, в том ролике, на который я ссылку поставил. Потому что дерево плохая теплопроводность. Вот у меня, значит, таблица по теплопроводности. Смотрите, если мы берем пену и XPS за базу, то дерево в 3-4 раза хуже. Ну, в смысле, теплопроводность лучше. То есть хуже с точки зрения использования теплоизоляции. Здесь имеется в виду теплопроводность больше. А вот в реальности у пакета, у профиля у самого, она 0,17, тоже, по сути, как у дерева. Это к тому, кто бомбит за деревянный там окна обязательно. Вот. А у стеклопакета это самое, конечно, узкое звено. Эта вся информация, она берется вот из док. Вот есть док на этот Джалан, профиль. Значит, все вот здесь вот есть, все эти значения, да, по профилю, по стеклам. Я не знаю, насколько уровень информации простой мне нужно предоставлять, или вы там начитались, начитанные, насмотренные, знаете физику, или вообще просто с нуля смотрите. Ну, стеклопакет что представляет собой? Куча всяких камер, воздух, там профиль. То есть вот это вот все специально сделано для теплоизоляции, настолько, насколько возможно. И это дано, что они слабое звено, они не должны быть такие же теплые, как монтажный шов наш. Но мы не должны в монтажном шве все равно никаких создавать мостиков, холода, тепла. Так вот, такой был сдизайнен, я его сделаю, показал или покажу. Но на следующем окне я собираюсь немножко изменить, я собираюсь подальше начать этот полистирол, чтобы пенил я вот здесь. Вот здесь вот я тоже пенил. Вот так вот. И там вот тоже вот так вот пенил. Ну, это уже не в счет. Вот тут пенил. Для того, чтобы... Мне не нравится идея, что я вот этот здесь приклею, и это тоже будет мостик холода. Дерево, полистирол, клей не полностью загерметизировано. Мне эта идея не очень понравилась, поэтому я поменьше этот слой сделаю и еще прикрою. Получается как бы пеной. Но в данном случае у меня так получилось, что с той стороны и так прикрыто там. Но я вот побольше прикрою. Вот, то есть для вас как идея, что вы можете в пену, если у вас большой монтажный шов, вы можете взять вот этот вот полистирол и его там просто удержать как-нибудь. И вокруг него с обеих сторон или с 4 сторон, с обеих сторон, женский род, насандалить пены. При этом насандалить. Вот. Кто там говорит, что вот это мостик холод? Да говорите, ваше дело. Мы смотрим по доке. Значит, насчет доки. Дока — это уже другая глава, про установку, про то, как устанавливать. Думаю, здесь все. Посмотрим, какие еще нарезочки пойдут. Экспресс, материал, герметик, вот такой. Не герметик, герметик и клеющая масса. Зазор, который по 4 сантиметра, чтобы не пилить 4 сантиметра. Напомню, что шов в оставшихся 2 окнах я решил немного сделать по-другому, чтобы вот этот вот XPS полистирол, да, спиненный, все время забыла как по-русски, был смещен больше туда и был закрыт пеной, и даже не совсем так. Я, короче, его делаю, вот я разметил вот так вот, ших, по 8 сантиметров, 2 куска. Здесь вот эти волны, это не имеет значения. 8 это ширина рамы, но это тоже 82 она. Но это тоже ни о чем, потому что, видите, я же не по раме его буду ставить, я буду его ставить со смещением.
То есть со смещением вот так, чтобы здесь запенить, и там еще кусок как-то запенить, который будет за откосом. Чтобы, еще раз напомню, если пропустили, чтобы вот этот стык, который наклею, был еще дополнительно все-таки закрыт пеной. Короче, не 10, не в размер. Как же ее все время забываю. А косячка, о, да, про косяки свои надо помнить, тогда будет вспоминаться название. Чтобы не в размер косячки делать, а чуть поменьше, чтобы запенить. В этом случае этот проем я решил прогрунтовать заранее. И даже вот здесь вот кирпич уже прогрунтовал этой специальной грунтовкой, которая адгезию к любым герметикам улучшает. И мы здесь решили делать немножко по-другому, то есть не на всю длину, а чуть поменьше, чтобы запенить его побольше с двух сторон, потому что стык, ну, будет, скажем так, неким мостиком холода, потому что все равно примыкания плотного доски к полистиролу не будет. Можно теоретически его было сажать на пену, и еще один есть лайфхак, если совсем большой проем, его можно посередине просто воткнуть, то есть запрятать в пену со всех сторон. Но я буду делать здесь по-другому, как я уже, по-моему, объяснил. Там в щели я сперва нанес пену, приклеил, подбил, и пенить буду сейчас, чтобы потом до установки проема здесь более удобно отрезать, потому что мой опыт показал, что отрезать потом мне не нравится как. А почему так, я, наверное, тоже уже сказал, потому что я больше верю этому, чем моей запенке толстого шва. Я понимаю, что надо делать несколько проходов, но такой вариант должен тоже работать. Кто не согласен, скажите в комментах почему. Это сейчас получилось как-то вот так, чтобы она здесь держалась ни на чем. Я прошел еще сверху вниз, как бы ее приклеивая к текущей пене. Вот так. Я по пене по-любому не профессионал, поэтому здесь я вполне приму советы, насколько я тут изобрел способ, или это неправильно. Как-то вот так. Вот, она теперь подсохнет, я подрежу заранее все, освобожу снова вентиляционный зазор, и вот. Осталось теперь на той стороне так сделать. Видите, надеюсь, опять же, солнце отсвечивает. Из-за того, что доска вот такая вот неровная, вот здесь получается щель, вот там вот этот клей даже просматривается. Я это сейчас сразу буду пенить, но я не знаю, что бы вот, как вы считаете, вы бы выбрали просто пенить полностью или заполнить чем-то, что надежно имеет плотность, запенено, грубо говоря, вместо вас, но получить такой вот стык. Скажите ваши комментарии, обоснованные, обязательно обоснуйте. Естественно, желательно с примерами. Промерзание, не промерзание, продувание. Еще идеально с тепловизором, чтобы было. И побрызгаем, чтобы быстрее полимеризовалось, а то надо успеть второе окно. Вот смотрите, какой в итоге получается шов. То есть вот тот вот вспененный полистирол XPS у нас там стоит, покрыт здесь начальным слоем пены, с той и с другой стороны. Ну, когда я это делал, было видно лучше. Все, мы теперь пеним все равно не в один заход, а в несколько здесь. Мы смачиваем. Смачиваем это не для беспыла, это для того, чтобы полимеризовалась пена, потому что полиуретан из влаги и из воздуха влагу берет для поляризации, поэтому мы ему эту влагу даем. Не мочим, а только обрызгиваем. Здесь у нас также было прогрунтовано еще до пены, чтобы
все у нас герметики, включая пена, лучше схватывались ко всем материалам. И чтобы потом здесь тоже меньше ползать с кисточкой. Но, тем не менее, мы потом еще пену тоже прогрунтуем перед тем, как ленту закрывать. Напоминаю, что мы специальной грунтовкой используем для наружных работ, которые образуют пленку, которая дышит, как и пленка, которая здесь. То есть это очень особая, которую я здесь с трудом нашел. Но вот шов у нас такой, он готов к запенке. Про теплый шов также будет показано в главе про запенивание. По поводу упоров, подкладок. Сейчас идем к доке. Смотрим доку, потом возвращаемся и смотрим, как по доке сделано. Дока, которая приходит с вашим окном, ну с вашим не знаю, с моим пришло, и даже русским по белому, здесь написано расположение несущих и дистанционных рамок, и немецким по черному, вот какие-то непонятные слова, но мне достаточно понять вот этого, что здесь про дистанционную идет речь, хотя я и по дойчу не шпрехаю. Значит, черненькие это несущие по углам, везде видим по углам, это понятно, я надеюсь. Под импостом видим. Почему не видим здесь под импостом? Я что-то подзабыл, по-моему, исследовал. Ну, кто-нибудь в комментах скажет, знающих-то всегда, экспертов-то диванных. Много приходит смотреть. Значит, по диагонали это я пойду к окну, и мы там разберем, почему по диагонали еще ставятся несущие. Дистанционные по диагонали это вообще супер важная вещь. Правильно их выставить, когда вы вкручиваете раму. Я с этим напоролся. У нас потом, когда мы насаживали окно, получился перекос. Ну, точнее, стук получился. Пришлось снимать, пришлось... Ну, это, естественно, все до пены происходит. Пришлось перекручивать целиком. А почему? Потому что вы слушаете. Это очень важно. Вы напоритесь, потом вовремя, если не остановитесь, все переделывать. Почему произошло? Потому что буквально вот, ну, я захотел дистанцию выставить, да, этой рамкой, клиньями, сейчас про них скажу. И буквально вот даже немножечко ее подальше туда пальцем просовываешь, типа, чтобы она крепенько сидела. Ну, они вот так вот идут в расклин. Типа такой там, хоп, чуток один шажок сделал расклина побольше, чем надо. И вся уехала конструкция по диагонали. Диагонали не совпадают. Перекос получаем. Поэтому здесь вот, когда вы уровнем выставили, вы, когда вот эти вот распорные, это там будет в главе про установку, понятно, почему они нужны, ставите, вы аккуратно, вам не надо тут переусердствовать, вам нужно просто заполнить ей, этой дистанционной рамкой, по сути, пространство шов, вот прямо вот, чтобы она там вот легонечко встала в распор. Может быть, будет понятно дальше, когда я пойду к окну. А сейчас вот я вам покажу вот эти вот рамочки. Значит, ну, это они так назвали рамочки. Это написано же ждут. Киле. В билтами здесь это покупается. Да, такие пластмассовые. Потому что ими легко работать на распор. Они идут. То есть вы можете там получать разную высоту. Выставляете вот так, а не так. С обеих сторон потом должно быть запенено. Вы не убираете несущие. Ни в коем случае. Дистанционные, да, убираете. Зачем их вставлять. Идем к окну. Смотрите, мы ставим подкладки под углами, под импостом, опорные подкладки, да? И также опорная ставится вот здесь вот. В данном случае, вот она там, я не знаю, сейчас просто со светом проблема. И по диагонали противоположной ей, соответственно, опорная вот там. Если где-то еще нужно вам дистанционные, я не знаю, зачем их оставлять там, их временно можно поставить. А из опорных вот. С этими, я надеюсь, все понятно. Да, углы под импостом, окей. Здесь должно быть все по физике понятно. Здесь может быть сразу непонятно, почему так. Представьте, это надо было, конечно, изнутри показывать. Давайте представим, что мы внутри. Вот представьте, вы открываете створку эту, так открываете, и она вот так вот весом вот давит. Куда она давит весом? Она весом давит, вот, она как бы давит, вот, упор делает и сюда, и туда.
Вот поэтому ставят вот так вот по диагонали. Ну и в доке вы это видели. Здесь, в принципе, больше объяснять по упорам нечего. Смотрите также документацию, которая придет с окнами, если к вам какая-то придет, и делайте правильно. Наверное, как-то зависит еще от того, какие у вас створки. Вот смотрите, такая же ситуация здесь. Опорная под углом, под импостом. И там нет, потому что сам подставочник уже лег в уровень и является упором. Не обязательно поэтому. И, соответственно, распорочные. Распорка здесь, и по диагонали к ней идет здесь. И это несущие подпорки. То есть, по сути, стоит на этих, и на этих открытие створок удерживает. И когда мы их ставим, очень-очень важно не расклинить их слишком много. И сейчас, либо сейчас пойдет вставочка, либо она уже была. Об этом, о том, как здесь намучились. В установке еще раз подчеркну, очень-очень важный момент. Мы сегодня на этом просто словили удлиненный рабочий день. Мы когда ставим, мы сперва крепим низ, угол, потом здесь вот в эту вот несущую распорку. Значит, закрепили, да, выставили. А потом мы идем вторую несущую распорку крепить. Так вот, на первом окне у меня все как-то удачно у одного там самостоятельно получилось, а сегодня делал с помощником, и я эту распорку, ну так, плотненько туда поставил, потом закрутил, и вроде все нормально, уровень, а потом как-то что-то пошло гулять. Уровень здесь, уровень там, все оно гуляет. И на этом окне даже было больше. На этом я закрутил все. Когда перешли на второе, давайте на него пойду. На этом даже легче показать, да, тут все распорки есть несущие. То есть закрепили сперва здесь, закрепили здесь, в эту несущую распорку. И теперь надо по диагонали, упс, туда креплять. Я распираю здесь так же, как там сделал. Только там уже все было до конца готово. И начинает везде гулять уровень. И тут-то мы все-таки спохватились проверить диагонали. Обязательно проверьте диагонали. Мы проверили диагонали, не сходится расход там примерно на 2,5 сантиметра. А все оказалось в том, что когда я закручивал этот шуруп, который с буром, он эту стойку туда оттянул. И при том, что я еще поднатянул слишком сильно вот здесь вот эти клинья. То есть распорку слишком сильную сделал. И у нас все поехало из-за этого. Тогда мы с ним решили просто насадить сперва эту раму, посмотреть, что будет. А было что, я уже снимать не стал, потому что мы там просто замучились, вливались семью потами, жарище. А там просто она начинает бить о низ, там металл, то есть она нормально не закрывается. Мы перекосили раму всего лишь вот из-за маленького, совершенно маленького смещения в этой части и несколько больше зубцов вот этих вот распорок. То есть мы здесь это проверили, да, идею, да, это плохо, ничего не работает. Там в итоге исправили, сейчас скажу, как исправили, и потом пришли исправлять здесь. То есть здесь пришлось все расшурупить и заново все сделать. Так вот, как исправили, ну, здесь, в принципе, покажу. То есть мы все расшурупили, оставили снова эти два, но прежде чем прикручивать вот там, мы здесь устроили расклин. Вот здесь вот расклин большими клиньями. Четко выставили, чтобы вот туда не отдало. Вот это вот совет на миллион. Вот расклиньте эту диагональ. То есть вы поначалу, я повторяюсь, да, чтобы вот хорошо вы запомнили. Мы поначалу крепим здесь несущие. Мы ставим расклин вот там. Хороший. Все выставляем в уровне. На этом расклине и это у нас держит сторона, и этот уровень. И тогда мы ответную диагональ туда фигарим, контролируя уровень. Тогда раму туда не отдаст. Все будет окей. И не надо сильно тогда перебарщивать с этим расклином, только чтобы вот он коснулся и удерживал.
Это несущая, да? Несущий расклин, да? Надеюсь, понятно объяснил. Ну, а потом уже остальное все тогда прошурупивается без проблем. И тогда все. Мы здесь исправили, рама тоже хорошо ходит, открывается, закрывается. Очень важный момент, надеюсь, уяснили. Если нет, спросите в комментах, что непонятно объяснил, чтобы вы такую же собаку на этом не съели. И вот смотрите, изнутри я вам покажу опорные подкладки, это лучше его изнутри показывать. Вот одна здесь, и, соответственно, вторая, вот она по диагонали, ну и внизу. И здесь классика, да, по углам, под импостом, на другом углу. Здесь все классически. Больше опорных не должно быть, как вы видели в доке. Что касается, давайте я вам покажу, да, как работает. Вот смотрите, мы открываем створку, да, так, ручки еще не прикрепил, вот мы открываем. Вот куда она давит своим весом? Она давит, вот она вот так вот вниз давит, и она на этот угол давит. Она туда давит, да, то есть туда идет упор. А получается противоположный куда? Туда идет. Но в реальности, если мы открываем большую створку, вы понимаете, да, то куда мы давим? Мы давим в тот угол, а в том углу нету никакой подкладки. Почему так? Ну, потому что в реальности такие большие, они не предназначены для того, чтобы быть открытыми. Они предназначены для того, чтобы их открывать только когда мыть. Это прямо даже еще в гарантии написано, что нельзя держать такими открытыми. Поэтому, если, например, я не знаю, какая-то у вас там больше вот эта створка, ладно, я дальше зарываться не буду. Давайте вы там, может, кто-то из своего опыта тоже расскажет по поводу этих опорных подкладок, потому что у меня с ними опыт мало, я только вот изучил документацию, логику, физику этого явления, и вот вам показал, что надо учитывать. Там, наверное, критиков диванных наберется, чтобы зрителям рассказать еще больше о них, но делается вот вообще-то всегда вот так, по диагонали. Не знаю насчет вот по этой диагонали в данном случае, но нет смысла в данном случае, потому что створка-то большая, не будет открываться. В основном будет открываться это. Поэтому, по сути, мы имеем вот эту вот основную несущую подкладку для того, чтобы вот эта стойка держалась открытой и весом, соответственно, туда вот упор происходил. А сейчас мы прыгнем к установке вот этого окна, которое устанавливалось самым первым, и потом пойдет еще нарезочка про установку других окон. Котик, подоконник сделаю, но не здесь. Установить я все-таки решил на подставочный профиль, с которым оно приходит. Были многие размышления, но вот здесь я решил, по крайней мере здесь пока что сделать так, потому что хочу нормально отлив с этой стороны закрепить именно к нему, а не к самой раме. Подоконник мне здесь не нужен, видите, здесь такой подоконник. Основное беспокойство с подставочным профилем — это, естественно, теплоизоляция. Сам он не особо теплоизоляционный, хотя там есть камера. Но, смотрите, перед ним-то еще тут 2 сантиметра, поэтому пена сюда заложится, не проблема. Подоконник, если мы не рассматриваем. И с той стороны там есть зазор тоже, поэтому тоже будет пена. И иначе бы нужно было на колышки, они являются упорным элементом, их убирать бы было нельзя, они бы тоже были мостками холода. В принципе, с каждой стороны их тоже бы можно было положить пену, как будет вот здесь. Вот здесь, где петля, упор, потому что мы вкручиваем, значит, сюда. Не потому что мы вкручиваем, а потому что здесь идет петля. И, соответственно, когда, представьте, окно открыто, и оно открытое, оно давит, давайте вот, подождите, как изображу, вот, предположим, это окно, оно давит вот так, открытое, да, и оно создает нагрузку вот туда, поэтому этот упор должен быть здесь, и создавая нагрузку туда, соответственно, оно вот с этой стороны раме создает нагрузку туда. Поэтому здесь тоже должна быть опора, которую мы оставляем. Собственно, затягиваем при нормальной ситуации этот, потом этот. Ну, тут я не знаю, сколько мастеров и мастеров, типа как я, столько мнений. Здесь можно потом низ закрепить. Значит, да, решил я просто вот так вот. По ГОСТу надо туда пробивать пластик и за металл крепиться. Это просто пластик. Но это некая методика другая. Я ее такую
Подсмотрел у одного умельца и подумал, что мне здесь, по крайней мере, на этом маленьком окне вполне сгодится. Мы используем шурупы 6, вообще в идеале, когда здесь резьба до конца, шестерку, а в раме сверлимся сверлом 5. То есть мы, по сути, как бы держим и раму этим шурупом, и в эту обвязка, да, она по-русски? Обсадка. Забыл, как называется. Вот этот вот рунка, короче. Держим. То есть мы шурупом держим. Это не просто... Короче, смотрите. Если мы бы ставили анкерную пластину, да, анкерная пластина, она на раме держится, и раму держит, и как бы в обвязку, сейчас вот, конечно, плохо объясняю, цепляется. Так вот, мы, по сути, такой же принцип здесь применили, когда мы просверлили дырку не по размеру и не больше размера шурупа, а меньше. Мы, по сути, как бы их скрепили, оно на них держится. Оно вот так вот нагрузку не создает, потому что опирается на подставочный профиль или бы упиралось на бруски. Поэтому это удержание... Ну, вот это ветровое. Здесь, короче, ну, по поводу удержания, по поводу всего, здесь проблем нет. По поводу осадки дома, да ему полвека, тем более, это же не каркас дома, а это специально под окно. Здесь в такой методике проблем нет, вообще нет никаких. Единственное, вот это вот, конечно, ну, не декоративно, но опять же, здесь это не важно. Ну и... Если каким-то образом здесь влага образуется, хотя каким влага образуется там и выводится на улицу, то, в принципе, тоже плохо. То я не знаю, как я буду в следующих окнах подходить к этому вопросу, но по-нормальному. Во-первых, можно зазинкировать это. Это очень мягкий пластик. Вообще мягкий пластик. То есть у нас держится, еще раз повторюсь, не за счет упора вот сюда вот. У нас держится за счет сидения рамы в металле вот так вот и так. По сути, принцип анкерных пластин. Так вот, по поводу, значит, можно зазинкировать для красоты, какие-то заглушечки повесить. В теории можно было там это герметизировать, вкручивать с герметиком. Но я хочу конкретно здесь даже провести некий эксперимент. Оставить это так. В других окнах, наверное, как-то, может быть, и по-другому сделаю. Вот, то есть вот так оно посажено. Дальше я буду пароизоляционной лентой, да, заниматься здесь. И потом пенить. Сейчас створку примерим. Вот такая красота. Супруга еще не видела. Поэтому пока запенивать не могу. Вдруг все под снос. Вот такая здесь сейчас ситуация. По поводу, значит, наружной тоже приклеил заранее с прошлым опытом, потому что понял, что так лучше, кроме как под подставочным, потому что там легко как раз на него клеится и тут перекрывает. То бишь выглядит это сейчас вот так. Немножко лента в реальности мешает при установке, но это легче, чем потом ее устанавливать. По всякие там уровни, про все остальное там, это я рассказывать в подробностях не буду. Можно посмотреть профессионалов. Под углом обязательно распорка, под импостом, и не вот так, а так, чтобы еще можно было запенить. Здесь под углом не понадобилось, здесь на подставочном стоит. С этой стороны щель, потому что доска получается вот так, но с той стороны на подставочном упирается. Ну, могу немножко только сказать, что, соответственно, как бы сперва занимаюсь выставлением, ну, выносом. Оно должно, соответственно, в этом каркасном доме стоять заподлицо с каркасом. Потом идет ветровой слой. Кто-то вроде говорит стандарт, не помню. Не, финский стандарт, точнее. Он как раз таки... Вот его как раз, короче, не помню. То ли заподлицо с каркасом, то ли с этим уровнем. По-моему, с каркасом все равно. Ну, плюс-минус здесь уже не должно иметь значения. С каркасом-то точно можно. Значит, вынос, соответственно, вот этот вот уровень, и потом крепим здесь обязательно с распоркой. И потом, значит, когда они выставили вынос и
низ, весь низ крепим. И следующим я креплю, соответственно, вот это тоже с распоркой. То есть вот так вот по диагонали получаются распорки. Больше их нигде не должно быть на боках. Это суть такая, ну, я не знаю, как объяснить, но представьте, рама. Вы ее открываете, она так открывается, и вот она давит. Представляете, куда? Вот она вот туда вот вниз давит, и вот туда вот вверх. Да? Как бы. Ну, плюс-минус, вы поняли, должны понять. Тут все элементарно, в принципе. Поэтому это идет еще нагрузка на эти распорки. Здесь, в принципе, примерно все. Самые мучения будут с установкой тяжелой створки, не стеклопакета. Сейчас остается по уровню остальное пришурупить. Кстати, прикольно, я вам показываю снаружи. Если вы догадались, установка происходит снаружи, что, наверное, супер необычно. Но потому что так получается, что здесь доступ оказался лучше, чем если вот там вот из-за этой вот элемента отделки. И я так смотрю, что зря я не очень аккуратно к нему относился, потому что его можно, в принципе, будет оставить, чтобы элемент отделки какой-то только вот здесь в виде штапика иметь. Но установка здесь получается снаружи у меня легче, и я контролирую вынос, что одно из самых важных. Правильный вынос. Я впервые его увидел отсюда. Это смотрится интересно и необычно. Ну, я не понял, подоконник-то будет в конце концов или нет? Нижний я решил закладывать с герметиком таким образом вот. Плюс головку. Это МС полимер. Вот так вот получается. А потом излишки убрать, в принципе, пальцем. И надеяться, что это получилось загерметизировано. Здесь проем получился вообще иной. Низко сидит коробка. То есть, например, если вот здесь, ну здесь этот угол надо поднимать, но здесь практически ровно будет отлив. И поэтому наверху образовывается здесь аж 4 сантиметра. То есть вот если говорить про замеры, то их нужно снимать только когда проем уже есть открытый, готовый. По бокам такая же здесь ситуация, по 4. То есть это все как ожидаемо теперь. А здесь, наверное, под подставочник нужно будет клинья ставить побольше и поднимать повыше, чтобы пенить равномерно. И сверху 2, и снизу примерно 2 сантиметра, чтобы отлив все-таки шел под каким-то углом. Смотрите, что в итоге получилось здесь. То есть пригодились и большие клинья. Стоит на них вот такая щель получилась. Здесь вот так в распор идет. То есть смотрите, мы ставим на углах, мы ставим под импостом, ну на углах, да? Здесь не нужно. Вот там крепеж, поэтому 120 не подошел, пришлось использовать 160, к сожалению, без резьбы на конце. То есть это, конечно, большой минус, но в нижней части не должно быть большим минусом. А упор, то есть стоит окно, это вся тяжесть, на клиньях. Котик, ты одобряешь такой вариант? Котик больше о подоконнике беспокоится. Здесь, значит, все окей по размерам, по дырке. Показываю вам там наверху.
уже заплетается язык, потому что мы умучились. В реальности умучились. Дело в том, что, значит, когда мы делали упор вот здесь, ну, первый упор, который здесь делается, а противоположный ему вот здесь, то есть, когда делали упор здесь, получилось, что я расклинил очень сильно и раму перекосило. Просто бегая уровнем там, сям, 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 в принципе, достаточно сложно это увидеть. Увидеть это можно, когда посадили, и оно начинает шаркать. К счастью, вот с первой рамой было все окей. Получилось удачно. Котик, ты там все за мной следишь? Котик. Я рассказываю людям, как все получалось плохо. Значит, с первой удалось все как-то с первого раза, а вот здесь какой-то был косяк, и пришлось переделывать и эту, и которая еще там. Поэтому очень важно контролировать диагонали. Перепроверьте, прежде чем дальше все закручивать, перепроверьте диагонали так и сяк, чтобы все совпадало. Лазерный уровень у меня есть, но мне его было лень искать. Не знаю, насколько бы он помог. Диагонали реально показывают всю суть, если вы где-то что-то перетянули раму. Никакой магии, чисто вот стандартные фишки. Как-то так. Здесь обошлось без больших щелей внизу. Упор, значит, под углом, под импостом. Здесь упора нет, сам подставочный является упором. Это окей. Все соблюдено. И, соответственно, тоже окей по зазорам. И упор, соответственно, тут. И ответный упор там. Клинья мы ставим так, чтобы можно было запенить с обеих сторон. Ни в коем случае не по-другому, чтобы они не были мостиками холода. И уж тем более мостиками тепла. Котик, ну не надо глазки, как и Шрека. Будет тебе подоконник, будет. Ой, да-да, обязательно. Ты чё? Только не на этом окне. Можно? Обрызгивать и пенить в 2 прохода. Ну, здесь в 1, а здесь щели в 2. Туда подальше, потом немножко схватится и следующий слой. Здесь все стандартно. Запенивание также было показано в главе про теплый шов. Такой здесь бутербродик. И еще сниму, сейчас обрызгаю сперва, смочу, а потом сниму вот ту вот защитную пленку. К ней пена не прилипает. Забываем убирать вот эту защитную пленку, которая на слое, который предназначен в случае, если бы мы клеили не с той стороны рамы, а вот здесь. Убираем, потому что к ней пена не клеится, и в результате будет просто щель. Смачиваем, но не мочим, что порой достаточно проблемно сделать. Тогда надо будет протирать тряпочкой потом. Смотрите, на следующий день пена здесь такой цвет. Смотрим, смотрим, смотрим туда, там, где меньше солнца попадает, все еще более-менее зелененькая. Это очень сложный материал. Очень сложный. И мне до сих пор не поймать момент, когда она нормально расширится, когда мало. Это не свойство пены в целом. В целом это свойство того, как вы ее будете выпускать. Из пистолета через трубочку, из пистолета с определенной скоростью, с другой скоростью. В общем, это не ко мне. Это не ко мне, так же, как я, в общем-то, не очень-то и понимаю. Ну, здесь бы, конечно, вы бы в комментах сказали, что лучше, выпускать там с маленькой скоростью малорасширяемую плотную пену с точки зрения теплоизоляции, или же выпускать более быстро, менее плотную. В общем, ну,
более плотно, наверное, с точки зрения изоляции лучше. Наточил нож, подрезаю так, чтобы, например, здесь лента хорошо закрывалась. Здесь это не самое главное с точки зрения отделки. Здесь проблем особых нет. Проблемы с отделками вот здесь вот. И еще изнутри я потом покажу. То есть нам надо обеспечить, чтобы не было никаких вот таких бугорков, чтобы здесь вот так шло. Иначе те, кто вам будет делать откосы, но это более актуально изнутри, просто фигакс вам ленту и отрежут. И никакой... Там полиция катается. И никакой вам изоляции гидро не будет. Такой важный момент. В общем, подрезаю. Иногда использую такой нож для хлеба, а иногда вот такой вот тулс. Подрезаю как могу, как получится. Постараюсь аккуратно, красиво. Главное закрыть это все, защитить лентами. Ну, к примеру, в углах не очень удобно оперировать ножом. А здесь, мне кажется, получилось вообще замечательно. Сам себя не похвалишь, стоишь как оплеванный. Здесь я убирал так, чтобы вот здесь не было бугорка, но в принципе тут это не важно, потому что тут отделка какая-то все равно будет от угла. А здесь посмотрите, и идея с этим полистиролом дополнительным там внутри подошвом здесь получилось хорошо. И запенка, по-моему, замечательная. Это я не стал убирать. То есть я убираю до плоскости с вот этим вот ветрозащитным слоем, чтобы клеить на него. Причем мы его заранее прогрунтовали. И я думал сперва, что я не буду грунтовать пену, но из-за того, что в теме про лента было или будет рассказано, из-за того, что лента получилась короткая, ее туда дальше не докрепить, я хочу, чтобы она из пены хорошо сцеплялась, поэтому я все равно прогрунтую тут какую-то поверхность. Тогда, в принципе, было бы лучше сделать плоскую. Ну, вот в некоторых местах я сделал, но в основном там, где выступала. В общем, по мне здесь шов ок нормы даже на углах, то есть заготовка под отлив вот здесь вот вычищена, и там в главе про отлив будет про дополнительное утепление этого места, а вот здесь то, что вначале мне казалось ужасом, я в принципе практически ничего и не убрал, только вот в этой плоскости, потому что получается оно будет под отливом, и это действительно дополнительная даже теплоизоляция. Зачем здесь это срезать? То есть вот эти страхи, они в реальности не страхи, а очень даже хорошо. Ну, еще у нас здесь... Не, это будет в теме про отлив. Там, смотрите. В общем, вот такая запенка получилась. Такая подрезка. Инструменты вы видели. 3 их, да. Буду грунтовать и клеить ленты. Ну и вот здесь, например, на внутренней части окна и пена, которая будет под подоконником, которого не будет... И мне здесь понадобится что-то наращивать и вот отсюда вот так вот вести. Выкраивается вот так. То есть вот я, по сути, немножко выбираю из шва. Ну как немножко? Совсем ничего практически. Выкраиваю здесь. Мне не нравится, что я выкраиваю из шва. Чтобы пленку впустить вот здесь вот так, сперва за подлицо, потом сюда, чтобы она не мешала сильно отделочным работам здесь. Вот. А какой вывод из этого? Да, не знаю даже. Просто вот показываю. А здесь, получается, ниже сидит подоконника, тоже совсем не будет, но можно будет поставить планочку декоративную, и нужно пену тоже буквой Г, соответственно, и здесь получилось запенить достаточно хорошо. Сперва я пенил там вот так вот, а потом вот сюда вот пенил, и в зависимости от выпуска пены получилось так, что она практически не расширилась, и мне вот немножечко вот здесь только подрезать надо, и практически ничего там, и пленка здесь тогда кладется окей и захватывает достаточно место для ее закрепления. Но вот тут вот запенка идет похуже, порезать надо будет, а в целом ок норм. Скажи народу, что надо лайкать и подписываться, а иначе что будет? Ой, вот что будет, ой-ой.
вот так как мне с предыдущего окна не понравилась идея клеить эту ленту на вот этот ветрозащитный гипрок, который такой имеет волокнистую структуру, и хотя заявлено, что лента там клеится почти ко всему, но вот конкретно эта лента, ну, не понравилась мне. Скорее всего, вина все-таки, конечно, в этой поверхности. Поэтому я исследовал тему, очень я много исследовал, какие есть альтернативы, там, каким можно просто герметиком вместо ленты пену защищать. Ничего у нас не найти, вообще никак не найти. У вас там какой-то стис, по-моему, есть. Ничего не купить, но есть специально разработанная грунтовка под ленты. Ну, под ленты тоже тискон, но это не важно какие. Специально разработанное что значит? Ну, так как эта поверхность у нас должна отталкивать там воду, но при этом выпускать наружу влагу, то есть дышащая, акриловая должна основа по сути быть. Я, короче, кучу просто альтернатив обыскался, 2 недели искал. И в итоге, ну, пришлось взять вот эту дорогую за 80 евро. Тискон Проклима. Вот такая вот интересная баночка. Ручка еще здесь поставляется. Вот она идет именно под ленты. Давайте мы здесь... Финский вам непонятен на английском. Вот так можно на паузу, если что, поставить, посмотреть, что тут к чему. Вот, и я решил, ну, чтобы это не просто для очистки совести и успокоения было, а сейчас после отрезки пены, соответственно, все вот здесь вот ей промазать и только потом ленту крепить. И здесь тоже потом еще будет лента. 3 дня пена, кстати, постояла, уже начинает желтеть, я поэтому не резал, ждал, пока получу эту грунтовку, ее тоже сложно достать здесь. Буду отрезать, сразу же мазать и сразу закрывать лентой. По поводу изменения цвета пены, вот. А здесь я решил убирать мультитулом с таким ножом. Это не быстро, но мне другие варианты не понравились по качеству. А здесь, смотрите, я могу даже подойти и вот так вот... Не получается. Вторая рука нужна. Ну, сейчас попробую еще раз. Нет, вторая рука нужна. Ну, короче, могу даже тоненький слой доснимать после этого. В общем, вот так вот аккуратненько прохожу. Это здесь у меня вопрос не про время, а про качество и аккуратность. Вот здесь, например, надо еще доснимать немножечко. И в целом, мне кажется, что пропенилось хорошо. Пена это очень сложно. Очень сложно. Мне не понравилось, как я сделал изнутри. Но вот здесь вот вроде бы как все замечательно. Есть вот в некоторых местах дырочки, полости. Вот там, да. Но в целом, я думаю, это ок норм. И здесь надо, конечно, стремиться к совершенству все больше и больше. Представляет собой вот такую молочную жижу. Запах чувствуете? Я тоже нет. Все, что имеет консистенцию вот такой жижи, я как-то вообще не воспринимаю как что-то, что приносит положительный результат обычно. Особенно посмотрите вот на это место, где никакого ветрового зазора не осталось. То есть здесь такая получается лабуда, что куда здесь клеить ленту, как вот это вот нормально все защитить этот монтажный шов, особенно угол там. И все вот тут вот такое важненькое. Здесь бы самое то именно наносить. Просто герметик нужно, если бы он был. Но зато сразу место и под подоконник готовим, чтобы здесь все тоже по-грамотному сделать, потому что здесь мы не пеним, ветровой зазор мы не закрываем. Можно посмотреть, там у пеносила есть схемка устройства шва в таких домах, включая отлив. Подоконник, я сказал, по-моему. Вот, мы будем здесь сосисочку класть герметика. Ну, то есть пену мы где-то тут тоже положим, чтобы не шумело. Скорее всего, битумную ленту. И потом сосиску герметика, чтобы птички там и все вот отсюда не залетали. Ну, также, чтобы снег не задувало и не портился шов. Ну, это мы еще до этого дойдем. Там будет
об этом. А пока тоже его загрунтую, раз уж есть грунтовочка-то. А знаете что? Оно супер липко. О. Очень липкая. Зря я ее хаял. Здесь я промазал, потому что потом, думаю, еще буду наличник тоже на клей сажать. И можно, кстати, на нее покрывать ленту до того, как она высохнет, сказано в инструкции. Ну, здесь мне этот результат однозначно заходит намного лучше. Очень нравится, в отличие от того первого окна. Здесь все совершенно по уму. Шов заизолирован. Еще раз напомню, от попадания туда влаги, воды, но при этом выхода пара влаги из монтажного шва. Здесь просто великолепно. Мне все нравится тут. Но вот здесь вот лента бы желательно бы было иметь побольше. Это ошибка, о которой я либо уже сказал, либо говорю сейчас. Потому что казалось, ну, что там, 4 сантиметра шов и 8 сантиметров лента. А вот нет, 2 сантиметра ушло туда, 6, остается 2, плюс-минус, короче, уже не находит хорошо на ветровой защитный слой. Поэтому берите лучше всегда ленту пошире. И вот почему эту нижнюю ленту я не поставил заранее, потому что вот так вот очень удобно ее к тому подставочному профилю приклеивать. Причем сперва отклеивая первую полоску, чтобы тут ничего не задевало, а потом уже и покрыть второй. Ну и если у вас нормальная обшивка и ветровой зазор, то будет все великолепно. С таким вот безобразием вы не столкнетесь, что здесь ножницы еле просовываются, чтобы мне туда проклеить. Решаю прогрунтовать пену тоже, чтобы лучше прикрепилась лента к ней, потому что короткая пока оказалась лента, и до того, как она зацепится за вот тот вот гипрок, расстояние будет слишком большим. Хотя гипрок был заранее прогрунтован. Это получается вот так. И кажется, что я каким-то тут молочком намазываю и вообще на пену. Но вы знаете, это супер убойная штука, которую я изначально не оценил. Штука, которая создает вечно липкую, грубо говоря, пленку специально для адгезии, специально под лентой. И на абсолютно любых материалах. Поэтому это вещь знатная и полезная. И специально для наружных швов, то есть из материала, который и создает пленку, и дышит. Кулибиных много, которые могут сказать там, да намазать там тем-то, сем-то, липнет. Я пробовал. Сейчас липнет, через 5 лет отлипает. Нужно использовать только материалы. Здесь не вопрос рекомендованные материалы, а только правильные материалы. Нужно понимать, ну, физику, скажем так, процессов, вообще что, как все происходит. В общем, нужно правильные материалы подбирать под задачу. Это очень важно. Не то, что просто липнет или там силикончик, как многие любят. Силикончик. Силикончик вообще здесь в окнах нигде не применим. Любимый материал кулибиных — силикон и черные шурупы. Вы, кстати, уже лайканули видео и подписались? Про отливы, или кто-то говорит сливы. Смотрим правильную изоляцию этого узла, где у нас будет отлив, или слив, как хотите, так называйте. Значит, пена под подставочным профилем, это все понятно, это все там есть. Затем идет защита пленкой, мембраной, это тоже все сделано. Дальше идет вентиляционный зазор. Вот он здесь почему-то хоть и называется вентилированный фасад, но он не показан. И затем, смотрите, две сосисочки. Значит, 7 и 8. 7 это для установки шумоизоляции. Если мы там пойдем по ссылке, мы еще посмотрим, что там что-то еще про барьеры холода, тепла. В общем, там особая пена у них. Я в данном случае использую вот эту вот недорогую пену, мало расширяющуюся,
которая в итоге не пригодилась при попытке герметизировать подставочный профиль, утеплить дополнительно. Поэтому буду использовать ее, а не ту вот классненькую фисташковую тратить, потому что у меня ее дефицит, и я ее для монтажных швов оставлю. А вот эта вот сосисочка 8, это, смотрите, защита от ветра, дождя и снега. И это логично, то есть эта сосисочка здесь наносится. Это там определенный герметик, который стойкий там ко всему. Он, по сути, защищает эту пену там от всяких мышек, птичек, чтобы не выковыривали, от снега тоже, от всего. То есть он, по сути, тоже является ему защитой, барьер. Поэтому здесь это все понятно, логично. Я не знаю, какой у вас найдется, но, значит, есть у Вурса два таких. Я поначалу купил вот этот, это полиуретановая основа, то есть, по сути, как пена, а это полимерная. И вот этот вот сосиску такого я запихал туда в итоге, чтобы покрывать. Но потом я провел очень обширное исследование, сравнивал полимеры, полиуретан, всякие там химические, ну, короче, очень обширное исследование провел и пришел к выводу, что вот этот вот для всего. То есть полиуретан проигрывает там в некоторых отношениях. Надо использовать полимерный. Разница в цене там, вот эти картриджи никакая. Сосисочка на 3 евро дороже, 7-10. И в следующий раз я бы использовал вот этот, который там стойкий ко всему, наносится на все, клеится на все, выдерживает все. Вот так вот скажем. Полимерные, смотрите, а не полиуретановые преимущественно. Ну вот такой мне дешевенький вариант поставили. Стандартный. Никто не спрашивал. И в принципе выбора нет. И даже про размер не спросили. Вот это вообще удивительно. И смотрите, что получается. К счастью, есть даже запасик. Ну, конечно, я бы хотел сам-то не резать ножницами. Ну что это? И теперь придется отрезать. К счастью, запасик есть, но никакие крылышки, загибы я, чтобы было сухо, сделать не смогу. Поэтому ножницами, естественно, не болгаркой режем. Отрезаю, как получится. А потом будем мастерить еще больше всякого после того, как тут все прогрунтовали. Если кто знает способ получше, дайте знать. Но я вот просто расчертил и буду пытаться резать по этой линии. Можно, кстати, резать пилой, торцовочной пилой с диском по металлу. Но я вот тут попробовал жалюзи ей исправить. И, к счастью, руки остались на месте. Кстати, по итогу разметил с другого конца, чтобы начинать резать отсюда. И знаете, а вообще не так страшно. До этого у меня опыт резки металла ножницами был плохой. Возможно, более плохие ножницы. А вот эти вот Fiskar, в принципе, ок норм. Вообще как по маслу идет и красиво. Так что не надо бояться самим резать. Кстати, не знаю насчет краев. Их надо как-то улучшать. И это вы мне в комментах скажите. Пока будет этот край здесь висеть как есть. Здесь все равно герметик пойдет. Вот, в общем, встал на место. Теперь мы его будем обеззвучивать. Для обеззвучки я нашел у нас здесь вот такую вот бутиловую ленту. Вот, давайте посмотрим все внимательно. У вас, наверное, такая тоже продается. Ну или, наверное, любую другую. Потолще, получше. Отрезал размер. Делать это, кстати, лучше не при жаре плюс 30. Этим заниматься. Все, осталось снять защитный слой. Я так полагаю, что вот этот нижний. И приклеить. Я это сделал с преимущественным смещением сюда, так как эта торчащая часть будет, по ней сороки именно прыгают. А там будет крепиться к окну, и там еще, наверное, будет пена. Сейчас мы посмотрим чертежик и сделаем. А так вы уже должны понимать, да, что это теперь звенеть не будет. Смотрите. О, он уже не блямкает, вообще не блямкает. Класс, да? Мы предварительно убираем пленочку из всех трудно потом доступных мест, оставляя ее только в середине, чтобы можно было прижать подоконник. И это
Просто идеальная работа для часовой оплаты. И в данном случае при установке я вам гарантирую, что будет легче сперва его прикрутить, разметить, просверлить дырки отдельно на нем, потом закрепить его, потом снять и потом только заниматься герметиками. Потому что, смотрите, на такой длине, если вы, например, вот здесь еще руку от герметиков этих всех сможете поднять и как-то там вот в тот паз поставить этот отлив, да, то та длина, смотрите, что с ней происходит. И все, вы там запачкали, сместили. Не получится так. Поэтому нужно будет это делать где-то вот тут вот так вот, поддерживая посередине аккуратненько. И какое-то из отверстий там прихватив, которое уже должно быть сделано на месте. Потом только можно будет так хоп опустить плавненько, не так, чтобы съехало. Ну, короче, вы идею поняли. Сперва размечаем, где делаем отверстие, просверливаем заранее дырку, устанавливаем, чтобы тоже в профиле все просверлилось. Снимаем, потом наносим герметики. Я в качестве крепежных буду использовать вот эти вот нержавеющие 4,2 на 13 шурупы. Здесь без всякого фанатизма выбирайте, что вам больше нравится. У меня такие есть в лодке, применяю их. Просверлю, соответственно, в отливе четверочкой сверлом. Примерно здесь, по-моему, есть у них четверочка резьба. То есть мы отлив проходим просто. Его не надо нам никак крепить. А затем буду прикручивать без сверловки такой отверткой, чтобы ничего там не попортить по отливу. Затем, после герметиков. Переписывать не буду, так расскажу. Значит, 4,2 на 13 коротковатый, и пластик ими не сверлится, поэтому нормально не сверлится. Поэтому в качестве засверловки я или забуровки использую теперь 4,2 на 19 оцинкованные с буром, соответственно, это все на ура входит. Потом их заменю на нержавейку 4,2 19. Но здесь нет никакого фанатизма, вы как хотите, так и делайте. Видите, как на ура он бурит. В общем, предварительно установлено. Все сделано, дырки снимаю и намазываю. Ну вот смотрите, две сосисочки у нас нанесены. Я бы не сказал, что это сосисочки, это сарделины как минимум. Ничего я смачивать не стал, потому что, смотрите, это через день, даже через сутки липкая. То есть зря я хаял ее, это выполняет свою роль для улучшения адгезии как раз герметиков и уж тем более всех этих вот таких вот пен и тому подобного. Это и есть герметики. Ну ладно. Значит, все, нужно ставить как можно скорее. Что-то типа такого получилось. Пена что-то мне это вообще не понравилось. И как работает этот пистолет новый, тоже не понравилось. Здесь, возможно, что-то полезет, поэтому надо было пленку не убирать, я думаю, с краев. Сейчас я посмотрю, но как-то так. Смотрите, здесь кирпич такой дурацкий, неровный. То есть эта сосиска здесь будет. Все как там по схеме. А вот на другом маленьком окне я ее не буду ставить. Покажу скоро почему. Вот, смотрите, значит, поставил. Уже показывать не стал штатив, не притащил, время ограничено. Может быть, если будет помощник при следующих окнах, то покажу. Но, в принципе, сложностей это не составило. Единственное, вот тут вот с резьбой получился какой-то срыв. То есть вот бурление, забурка и потом сверливание одинакового диаметра не очень хороший вариант. Но, значит, имейте в виду, смотрите, здесь у нас что по этому герметику этой сосисочки, да, видите, какие здесь везде, надеюсь, видите, неровности. Поэтому здесь это очень полезно, это защитит от букашек и всего от заползания туда.
Вот, наверное, сейчас поставлю сюда гнет, чтобы слишком не расперло. И как бы на этом все. Вот здесь вот смотрите, ровный кирпич, и мы имеем мягкую битумную пленку с обратной стороны, да? Вот это вот здесь, которая будет касаться этого края. Поэтому здесь я без сосисок, только с пенкой. Чисто для эксперимента. Не знаю, насколько будет видно, но здесь все ровненько и не требует закрытия никаких щелей. В некоторых бригадах даже подсобнику такую классную работу не отдадут. И это еще не все. Дальше наличники и небольшие доделочки. Только не вздумайте загерметизировать вот эти вот дренажные отверстия. Я слышал, что кто-то это делает. Нет, это отверстие для дренажа. И вот это не просто дырка, это тоже для выравнивания давления. Это все герметизировать не нужно. Котик, ты что тут делаешь? Кыш! За птичкой наблюдаешь? Будет здесь нормальный подоконник, не боись. Именно здесь и будет, и будешь нормально сидеть. При установке вот этого отлива я сделал некоторые ошибки, но опять не слишком серьезные. В частности, например, вот по поводу этого шурупчика. Но более серьезное по поводу того, что не сделал там изоляцию. О которой, опять же, мало кто говорит. Но потом я увидел одну идею и хочу ее применить в следующий раз. А под этим отливом вот такой подарочек в виде некого, видно, сравнения поверхности пеной. Да, это прикольно. А это именно тот, по которому мы вначале стучали, и он брямкал. Ну и надо теперь эту всю старую пену удалить и прогрунтовать здесь снова той специальной грунтовкой, которая предназначена под сцепление с герметиками. Ну вот таким вот способом в этом труднодоступном для ножа. Ну, понимаете, ножом очень неудобно и срезать много я не хочу. Таким вот методом вроде бы получается. Теперь лента должна сесть норм. Наверное, обидно, что уменьшили чуток изоляцию. Изоляция попадания в шов холода через отлив туда. Но лучше так. Лучше, ну, точнее, нужно закрыть этот шов лентой по-любому. Поэтому здесь так. Лучше бы было, если просто лента была бы больше. Да, но еще будет изоляция вот здесь вот при установке отлива. Лента кладется теперь здесь нормально с закреплением на тот обработанный грунтовкой праймером слой, поэтому она будет окей сидеть. Разминка для пальцев. Ну, в общем, вот смотрите, да, значит, два отлива заранее прошуруплены, ой, точнее просверлены, четверка с половиной сверлом под шурупы 4,2. Мы сюда не сверливаемся шурупами, мы просто проходим. Заранее размещена просверленность здесь не на окне, так, чтобы ближе шляпка была вот к этой части, чем к верхней. Иначе там может при закручивании именно такими шурупами задевать шляпкой. Обезвучены. Ну вот пленочка предварительно снимается. Дальше мы идем. То есть немножко методика изменилась от того, что я там пробовал. И просверливаем где-нибудь троечкой в том профиле. И крепим. Чтобы все было у нас заготовлено. Все отверстия были заготовлены. Потом снимаем. Соответственно, наносим 2 колбаски и вкручиваемся. Шурупы я еще другие у себя нашел. На 25. Надо в реальности там подлиннее. Я в первый раз не учел, что мы в первый пас, а не во второй делаем. Поэтому у нас еще там расстояние такое приличное. В общем, 4,2 на 25. Вот такие у меня из нержавейки.
Вот так получилось на этом окне. Здесь такая же сосисочка. Потом пошли герметики, остатки. Просчитался, потому что содержимым в итоге выдул и из этого пистолета. Ну, это тот же, что в сосиске был. И под конец еще этот. Он получше, тоже не проблема. А пена, такое ощущение, что нескончаемая. Просто там еще оставались остатки. В итоге я ее здесь заюзал и думал, кончится. Не, ничего подобного. И здесь решил такую не сосисочку наложить, а прямо, ну, как бы так сказать. Все. Вот, видите, да? Туда крепим. Делаю последнее окно и последние заметки. Хочу отметить, что эта штука не очень-то держится на этом вот липком слое, который мы получаем. Поэтому надо ее клеить непосредственно перед тем, как вы будете ставить. Что я сейчас и делаю. И то, кроме того, при приклейке не надо ее растягивать. А то она потом тем более отклеивается. Значит, вот так мы ее здесь хряк туда вверх подтыкаем. Она временно, конечно, на этом липком слое посидит до того, как мы поставим подоконник. И немножко, опять же, технологию поменял. Ничего решил вообще заранее здесь не просверливать, потому что потом все равно сложно попасть в это отверстие, тем более с этой лентой. Там вообще не видно, где это отверстие получается. Поэтому немножко по-другому. Вот, практически уже закончил вместе с вами. Вот так вот. Значит, давайте мы посмотрим, что там оно в самый упор. Вот, она сейчас временно немножечко подержится и начнет отлипать. Поэтому это просто, чтобы ее удерживало. Теперь сосисочки в этот раз были в наличии только картриджи. Поэтому вот все сосисочки будут вот из этого. Вот так вот, без носика. Не очень-то удобно получается в итоге. Но как есть. Вторую руку освобожу. Вот на такое расстояние хватило одного картриджа. А он стоит 7 рубликов. Но я здесь особо вообще, похоже, при нанесении не жалею. Так густо мажу. Но как есть. Вот пока готовил нашу нескончаемую пену, смотрите, видите, уже это отходит. Надо будет потом поправлять, поэтому одел перчаточки. В этот раз пена испачкался. Но я думаю, сейчас это кончится уже. Да кончается. Это, конечно, поразительно. А кто-то знает зависимость выхода пены из баллона, количество, от того, какой напор, какую струю даем. Потому что, смотрите, совсем маленьким, медленным я даю. Она вообще не тряслась там. То есть я вообще ничего не чувствовал. Ну вот, все, вроде пошел воздух. Ну, я скажу так, это... Ой-ой-ой, сколько вышло. Во, все равно еще дальше выходит. То еще потрясти. Там ничего не трясется уже. Вообще ничего. Уже давно ничего не трясется. Как же это неудобно, ты иду рукой. Так. Смотрите, все идет и идет. Но не, уже, конечно, все. Я думаю, все. Так, это пистолет на промывку. Теперь будем дотрясать эту. Так вот, кто-нибудь знает по поводу, значит, зависимости выхода от струи? Здесь, конечно, загадил этим пистолетом знатно. Это как-то он мне прям пугает он меня. Ну вот так вот здесь будет. Вот такие вот сосисочки. Ай, ну чё ты глючишь? Вот она вот так вот здесь выходит. Тоже другая плотность. Короче, кто-нибудь знает, количество выхода пены связано как-то
со струей. В общем, здесь я сделал вот так. Поправляю ленту. И сейчас быстренько буду ставить. Опять второй руки нету. Опять не покажу, как я мучаюсь непосредственно с установкой. Тем более тут жарко. Я не очень приличном виде, так что это даже лучше, чтобы вы не видели. И чтобы не испугались. Вот, а здесь зефиринка на тортике. Или это такое, скорее, фисташковое мороженое с кремом. Красота. Давайте покажу, как здесь получается, когда с большой шляпкой. Прикручиваю вообще отверткой, чтобы четко контролировать процесс. То есть просверлил до этого. Видите, шляпка сперва упирается в раму. Но не проблема. Как бы вниз поднажимаю, оно эту раму проскакивает, не ломая. Опс, туда. И вообще просто и идеальное прижатие. И утеплители там, и этого. Все, он вообще уже беззвучный. Сейчас я еще постучу и кирпичами положу его прижиматься. Вот эти швы мы тоже вот не надо произносить этого слова, просиликоним. Нет, мы не просиликоним. Мы покроем нужным, правильным герметиком. Опять же, вот этим в данном случае. Какие будут у вас, я не знаю. Всегда обезжириваем мы вот этим чудо-средством. Буду применять шпатель. То есть наношу, побрызгиваю не мыльной водой. Хотя лучше мыльной. И делаю шов. Вот это вот пальцем, это все дело не шов, это все не те швы получаются. Здесь, конечно, красота не столь важна, но вообще любой герметик и нанесение швов — это, конечно, большая наука. В ней надо тоже совершенствоваться. А вообще вы, наверное, заметили, я там его под низом тоже так приличненько накладывал, чтобы... Я сейчас задумался, что я, наверное, шпателем не буду применять. Я, наверное, просто аккуратненько из носика. Хотя лучше, конечно, может быть и затереть, не знаю. А приличненько накладывал, я имею в виду, налаживал под низ его, что даже если вода туда попадет, то она все равно в кирпич в основании не прошла. Она все равно, по сути, упрется там в герметик. Вот я, честно говоря, не знаю, портить вот этот шов или не портить. Что бы вот сделали вы? Ну так он, конечно, смотрится так себе. Давайте попробуем испортить. Ну, кстати, я его мало положил. Сейчас посмотрим. Вам там ничего не видно. Ага, я его мало положил, так что его вот эта сторона шпателя даже не затрагивает. Давайте попробуем второй. Ну, знаете, красиво получилось. Окей, будем делать так. У меня. Осталось загерметизировать эти некрасивые технологические отверстия. Кто смотрел внимательно, тот знает, для чего они. И я думаю, это для того, чтобы профиль при изготовлении окна удерживать. Но здесь все просто, что вжик-вжик герметиком и готово, поэтому показывать не буду. Так что, подоконник делать или как? Замеряю угол таким приборчиком. Что насчет отделки откосов снаружи, изнутри, там, подоконников? Делать вторую часть? Вы, кстати, лайкать не забывайте и подписываться. А еще ведь странные жалюзи, крепящиеся в оконные проемы. Москитки, про них рассказывать? Так мне кажется, что такого тебе хватит. Смотри, как изящно получается. А че лапки дергаешь?